Так. Сейчас у нас как раз подошел Ибраим. Смотрим интересный матч. Like West Fury. Думаю. Так. Друзья, сегодня немного поговорим. В эфире есть там или вопросы можно. В эфире есть тема или вопросы можно задавать. Вопросы можно задавать, если они... И тема тоже. Так, сейчас мы подключим. Так. Ага. И Телеграм у нас подключен, Инстаграм у нас подключен, что сейчас отключим здесь звук. Так. Так, я, честно сказать, валейкум ассалам, я по истории Ингушетии не могу тебе ничего сказать, меня больше непосредственно занимаюсь историей своей родины, поэтому про историю ингушей тебе нужно спрашивать у ингушей. Так. Итак, мотор, да? Ассаламу алейкум, ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Давайте сначала, изначально мы рассмотрим пару важных вопросов, чисто по истории, поэтому я надеюсь, что мне в личку, в директ, так сказать, в последнее время приходили сообщения по поводу заявления некоторых нордийских ученых, и включая туда, опять же, вопросы касаемо нас, поскольку я очень часто загружаю видео по башенной культуре нашего народа. И, честно если сказать, я уезжаю, как вы знаете, в горной части Чечни. Вы видели из наших прямых эфиров. И уделяем огромное внимание и зодчеству, и мастерам, которые занимались башенной культурой на нашей родине. Мы работаем и будем продолжать, само собой, не только башенными комплексами, разновидностей комплексов, потом сколько их, какого они вида, какого они типа, датировка, потом какого формата могильники, плюс и, наконец, кому они принадлежат.
и данные башенные комплексы какому типу принадлежат и так далее. Ну и плюс, само собой, как башенные комплексы, также солнечные могильники, плюс ко всему этому петроглифы, размещенные на этих башенных комплексах, также на мечетях, которые, древних мечетях в горной части, на которых есть петроглифы. То есть занимаемся целым комплексом культурного наследия нашего народа. И вы знаете, мы очень часто публикуем и говорим всегда, что Чечня, Нохчичу в данной ситуации, это страна башен и замковых комплексов, потому что мы имеем на то прямое право, как указывает один из лучших археологов ингушского происхождения, бывший мой преподаватель Далгеш Тойлсон, Чахиев Джабраил Юрьевич, который указал, что на Кавказе 3 российских региона могут воистину называться музеями под музей под открытым небом и страной башен. Это в первую очередь Нохчичу, Чечня, потом Ингушетия и Осетия. Ну, по крайней мере, так написано в его научных работах, в книгах, поэтому это не исключение. И вот некоторые люди в качестве исключения пытаются, на самом деле, не зная нисколько и ничего, в принципе, как таковой о башнях, кроме, общих фраз, что они есть у нас в истории, что они есть в культуре. Идет вот эта вот война, байда, включая вплоть до территории. Были, вы помните, высказывания, Али, как думаешь, почему ингуши думают, что у чеченцев нет башен? Ну, потому что ингуши я не скажу, норнийцы скажу. Потому что они, во-первых, сами никогда не были в нашей горной части. Во-вторых, проще соврать 1000 раз, нежели чем приехать 1 раз и проверить самим. Вот. Но это оставим. Итак, в 2018 году, когда произошла эта ситуация по границе, по землям, один из представителей, так скажем, норнийцев заявил о том, что чеченцам нужны земли вот этот Ич-Ахмерджи, потому что якобы там находится больше башенных комплексов и солнечных могильников, больше, чем на всей территории Чечни. Вот, всей территории Чечни. И заявили, что вот поэтому они крадут эту часть земли якобы у ингушей, чтобы своровать историю ингушей. Вот так описывают. Называть я данного человека не хочу, но Зурабов, молодец, правильно говоришь, абсолютно верно. Но сейчас немножко о другом. Зурабов 06 и Бекхан. Немножко потерпите, и думаю, вам будет интересно узнать. Вот эта тема как раз-таки поднималась несколько раз, много она обсуждалась, много о ней говорят. Уже прошло 7 лет. Один человек приходит, начинает рассказывать сказки, начинает рассказывать про петроглифы, что только у нас петроглифы, что только мы строили. Вот этот миф о том, что якобы башенные комплексы построили по всему Северному Кавказу только, поскольку это говорят только норнийцы, мы не будем нормальных братьев-ингушей, достойных братьев-ингушей затрагивать, а будем говорить только об этих высказываниях норнийцев. Некоторые норнийцы имеют официальный статус, допустим, как Руслан Бузуртанов, исследователь, да, или же кандидат исторических наук Танзила Чабиева. И сейчас, поскольку я вам покажу сегодня материал, вы поймете, о чем говорит, подключился блогер, еще один очередное, как говорится, высказывание некого блогера Артема Плата, который тоже высказался. Для начала я хочу, чтобы вы послушали выступление, чтобы вы не говорили, что я огульно выдумал или что-либо и так далее и тому подобное. Давайте послушаем сначала. Надеюсь, вам будет слышно. Меня слышно сейчас? 1, 2, 3, 4, 5. Слышно?
Давайте послушаем. Так, Телеграм Чабл Выжри. Меня слышно? Скажите кто-нибудь, выскажитесь тоже, чтобы вам было понятно. Хэш душу масана. Так, сейчас, минуту. Телеграм Выжри Зубейр. Зубейр принять. О, Зубейр. Хэш дуйва? Все, хорошо тогда. Давайте посмотрим первое видео, на котором... Чтобы было людям понятно, что мы взяли не от себя. Смотрим. Так, сейчас. Чтобы на месте сразу мы могли опровергнуть ложь, провокацию и так далее. Так, смотрим заявление первого. Никто из тех, кто сегодня говорит о том, что у них есть башенная культура, не может сказать, какая башня является его родовой, кроме ингушей. Никто из тех, кто сегодня говорит о том, что у них есть башенная культура, не может сказать, какая башня является его родовой, кроме ингушей. Никто из тех, кто сегодня говорит о том, что у них есть башенная культура, не может сказать, какая башня является его родовой, кроме ингушей. Никто из тех, кто сегодня говорит о том, что... Абсолютно каждый ингуш знает все средневековые башенные комплексы и кому они принадлежат. Это знают только ингуши. У ингушей уникальная архитектура. И сразу можно понять, кому и что принадлежит, например, по пирамидальной ступенчатой крыше. Так строили только ингуши. Это солнечный могильник. Абсолютно каждый ингуш знает все средневековые башенные комплексы и кому они принадлежат. Это знают только ингуши. У ингушей уникальная архитектура. И сразу можно понять, кому и что принадлежит, например, по пирамидальной ступенчатой крыше. Так строили только ингуши. Это солнечный могильник. Абсолютно каждый ингуш знает все средневековые башенные комплексы и кому они принадлежат. Это знают только ингуши. У ингушей уникальная архитектура. И сразу можно понять, кому и что принадлежит, например, по пирамидальной ступенчатой крыше. Так строили только ингуши. Итак, я вам дал прослушать 3 раза. Зубейр, в Телеграме слышно было это? Да, хаш даром. Я вам дал 3 раза послушать кандидата исторических наук. Точно так же дал вам действующего члена Российской Академии Наук и так далее и тому подобное. Все регалии, там, генерал истории и все остальное. Думаю, не стоит заниматься этим, они сами для себя откроют. И второе, вот блогера, так называемого, да, блогера Артема. Опять же, вы можете задаться вопросом, какое к этому отношение имеем мы? Никто в данном контексте, никто из Северного Кавказа не может доказать и сказать, чья родовая башня, кроме ингушей. Вот это первый постулат. Там еще много моментов, мы его во время эфира обсудим дальше, чтобы как бы не показывать и не рассказывать. Но, к сожалению, наш нарнийский кандидат исторических наук не знаком, вполне возможно, хотя данный человек должен был ознакомиться, прежде чем говорить такие вещи, хотя бы, по крайней мере, научной литературой соседних регионов. Покажу вам книгу. Вот книга, вот она. Книга называется, написана Министерством культуры Чеченской Республики «Каталог объектов культурного наследия Чеченской Республики». Чтобы было понятно, вот это вот эти все это заметки. Это первая книга. Вторая книга. Вот она. Тоже отмечена заметкой. Я, конечно же, все зачитаю, чтобы не было других разговоров. Изначально
Но прежде чем все это начать, я хочу, чтобы вы понимали, что в первую очередь то, что говорит кандидат исторических наук, показать вам всю подноготню и то, что этот человек, если бы понимал и знал реально историю и культуру, то в принципе гордиться нечем. Почему? Первое. Если она говорит, что кроме них никто не знает фамильные башни, во-первых, это говорит о том, что фамильные башни, они в основном 19 века получается. Поясню вам почему. Первое. Второе. Поясняя по пальцам. Второе. Почему фамильные башни, они в основном 18-19 века? Потому что на Кавказе, чтобы было вам понятно, изначально были не фамильные башни. Изначально были башни по именем их предков, это раз. Но, опять же, более ранее и официально это были тейповые башни. То есть имя, тейп, а фамилия находится где-то там, в 18-19 веке. Потому что фамилия это нововведение, которое пришло вместе с царской Россией в 19 веке. А до этого не было. Фамильная башня, или если вы хотели бы сказать, поименная или тейповые башни, которые есть в Чечне и все их знают, я их, конечно же, зачитаю, чтобы было понятно. Итак, мы знаем, что фамильные башни это более поздние, потому что сама фамилия появилась в 19 веке. Если поименно говорить, есть ли башни в Чечне? Она говорит, единственная. Я вам могу перечислить из этих башен, чтобы далеко не идти. Мы давно перешли эту стадию родоплеменного, да? И в Средневековье из каждой башни у нас, допустим, тейп возьмем, примерно возьмем там Эрлоевский тейп, да? Из одной башни, из одного тейпа или гара выходит 10-15 фамилий. Можно назвать все эти фамилии. Но, однако, мы не будем называть все их, будем просто по одному называть именные башенные комплексы. На странице. Так, на странице 17. Жилая башня. Казиноевская жилая башня. Башня Дауда она называется. Это первое. Это башня. Здесь описано, что, во-первых, постройку сложную из хорошего оборотного камня на глиняном растворе. Башня ориентирована стенами со стороны света. Размеры башни 7, толщина кладки и все остальное. То есть характеристики башни есть. Башня Дауда. Это Казиноевская башня 12-19 веков. Смотрим дальше. Их здесь настолько много, что я просто-напросто уже устал. Жилая башня номер 1 14-18 веков. 14 и 18, там несколько башен. Номер 1 Хамадхан. Бау. Хамадханов башня. Это вторая башня. Смотрим дальше. Это на странице 40. Прежде чем, когда начнете искать, чтобы вы не говорили. Следующая башня. 14-18 веков. Химойская башня номер 2 или же Гойгал. Башня имени Гойгал. Гойхел Галюис. Это имя, если что. Гой. Чтобы было понятно. Дальше смотрим. Башня 14-18 веков. Жилая башня номер 4 или башня Маштайгал. Маштайгал. В честь Маштая. Маштай цеёш бауюшуны. Дальше смотрим. Смотрим дальше. Открываем следующую. Итак, боевая башня Сурхобау, Итумкалинский район, село Бугарой. Сурхойбау. Алпан Оцунах Сурпойбау. Название
родовая башня, которую никто не знает, кроме как указывает нордийский псевдоученый. Смотрим дальше. Дальше смотрим. Так, здесь у нас... Так. 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 Освободилось. Не там открыл. Освободил. Остальные, я именно то, что по именам, чтобы вы говорили. Освободил. Так. Так, освободилось. Так. На этой странице или жилая башня. Данкалбау, представительская, это Итумкалинский район, Тазбичи, Данкали, Данкалийская башня, 5 километров юго-востоку, Дейр-Ах, в верхней части невысокого хребта, жилая башня была построена по заказу легендарного Дан Калбаш Ошицун, Дан Бау Юшунхара. Дальше смотрим. Нет, никто не может назвать, а я вам называю по очереди. Дальше смотрим. Кирдибонш. Это уже Тарлоевские башни. Из Кирдибонш выходит несколько фамилий. Вот. Основатель данных башен Кирди. Он основал 3 башни. От него уже пошли разные фамилии. Фамилии можно назвать тоже. Они просто более поздние будут. А Кирди сам основал эти башни. Это Итумкалинский район, селение Моцкарой, бывшее село Кирди, 14-16 век. Архитектурный комплекс находится в 15 километрах юго-западу от районного центра Итумкали на вершине горы по правому берегу реки Бери-Ах при впадении его речки Чанты-Аргун. Бирки-Галюшон. Элдбау-Юшон. Я именами называю каждый. И так мы можем назвать каждую чеченскую башню, кто оттуда вышел и от кого. Элдпа, я вам сказал, Кирди, я вам сказал, все их потомки сегодня, ныне проживающие и живущие. Потом смотрим. Гонатгал, это Итумкалинский район, Мацаро, бывшее селение Ошни, Ошнинский архитектурный комплекс расположен в селении Ошни, Итумкалинского района, Чеченской республики, 30 километров северо-запада от районного центра Итумкалин, по правому берегу Берги-Ах. Ошнинские башни были построены зодчим Гонат, который пришел в Ошни на равнину, жители селения и так далее, где Гонат построил башни. Итак, на каждой странице на данном каталоге вот этой книги, видите, попросили назвать ни одной, не знаю, я назвал их с десятка, только на одной этой книге. Чтобы было понятно данная ситуация, и не было это просто словами, а теперь я вам проиллюстрирую не только это, и мы видим, что сказал Артем, мы видим, что сказала Танзила, и мы зачитали вам официальные имена, и чтобы вы понимали, у нас эти башни, каждой башне принадлежат тейпу. В каждом тейпе 10, 15, 20 гары и фамилий. То есть те, которые вышли оттуда. И все знают эти фамилии. Кто оттуда вышел, сколько семей вышли оттуда. Это для нас уже не ново. Это уже, мы уже от этого далеко ушли. То, что в Средневековье было. Но опять же повторюсь. Называть фамильную эту башню нету никакого смысла. Почему? Потому что сами фамилии появились в 19 веке. В 19 веке, Карл. А мы перестали башни строить как таковой. Еще в 16-17 веках. Об этом есть все документы, и об этом говорит и Чахкиев Джабраил Юрьевич, об этом говорит
и остальные ученые, которые занимаются непосредственно культурой нашей. И Лечи Ильясов об этом говорит, и остальные. И Марковин об этом писал, и Виноградов об этом, о башнях и башенной культуре тоже писал. И то же самое пишет и Гольштейн. Но вот что самое интересное. Почему мы их не называем фамильными? Потому что мы еще до прихода фамилий перестали их строить, потому что уже дальше было невыгодно их строить. Это первый момент. Но несмотря даже это, чтобы было более раннее название, я хочу, чтобы вы понимали. Самое раннее это имя человека, который их построил. Кирди Банч, Эльпха Банч, Горди Банч и остальные, Хамадхан Банч. Я вам их назвал. Их почти все они. Учентица, Дюр, Хаскелинский, Хаскелбау, Кида. Этих башен огромное количество в Чечне. Чтобы было понятно. И можно назвать, если хотите, родоначальника, из этого тейпа. Но из них выходит 10 фамилий. Просто сидеть сейчас этой башне проживало вот 10-15 фамилий. Этой башне, это тоже можно сделать. Это 5 секунд, это очень смешно. Я уверен, что в Осетии вполне возможно то же самое. Но человек, кандидат исторических наук, сидит где-то на подкасте или какому-то ученому в лицо говорит, врет и рассказывает, что только мы знаем свои родовые башни на Северном Кавказе, фамильно остальные не могут. Мы можем назвать и по фамильно, мы можем назвать и по тейпам, мы можем назвать и основателя. Вот три, не то, что вы просто фамильно, а 3 подхода и рассказа об каждом башенном комплексе. И плюс, если у вас только, как говорили вы в интервью этому итальянцу, да, ведущему на телеканале «Культура России», или как я не знаю, чтобы не соврать, мне это видео тоже показывали. И кандидат исторических наук, ведущий этнолог Российской академии наук, как он назвал, генерал истории соседнего региона, заявляет, что у нас, по всем данным, башни самые древние, это 16-17 век. Это заявила ваша так называемый ученый, доктор, который вы так прославляете, и якобы ставите меня против нее или там кого-либо. И меня ставить не нужно. Но поскольку она кандидат исторических наук, мне вот это ученое звание важно. Ведущий этнограф и так далее, и тому подобное, все регалии. И ведущий ваш этнолог, который заявлял ранее, я написал пост про аштхоевцев, она написала блевотину, чушь рассказала, а теперь уже и про башни начала говорить, что 16-17 века самые древние у них башни. Но это дело, конечно, каждого ваше. Но после не нужно утверждать, что вы строили башни, и вы родоначальники башен. Почему? Я вам поясню. Но не может быть так, что ваши башни, самые древние, появились в 16-17 веке, а у чеченцев они уже перестали существовать. В 17 веке перестали их строить. Никак не может. Или получается так, что вы в Чечне башни строили, а у вас их не было. Вы построили в Чечне до 17 века по всей Чечне, Грузии, Осетии. Вы понастроили башни, вы понастроили солнечные захоронения и так далее и тому подобное. А потом в 17 веке сказали, окей, мы везде построили эти башни, это наша культура, а теперь пойдем мы построим у себя дом. Вы сами в это верите? Понимаете? Вы сами в это верите? Это чушь, это бравада. Люди присылают мне и говорят, а вот это правда, а это как ты прокомментируешь. И причем делают некоторые норнийцы сами, что якобы меня там обломали, вот ты не можешь доказать, вот ты же ездишь в горах, показываешь свои башни, а опровергни. Одну книгу я прошу купить, вот эту книгу, вот она. Ее купить нельзя, ее приобрести. В Министерстве культуры Чечни попросите, вот она. Каталог объектов культурного наследия. ДРСХИЛ, Министерство культуры Чеченской Республики, дал Сейдон, там вот один каталог, там должен скоро появиться и второй. Здесь в этом каталоге есть все, какие башни, где основаны, какая жилая башня, какие петроглифы, все на ней написано, размеры, стены и так далее и тому подобное. В этом плане Министерство культуры Чеченской Республики, им реально респект и баркала за то, что они это сделали.
Итак, мы возвращаемся обратно. Артем заявляет то же самое, что знает только и тут, и академик, так сказать, доктор, нет, не доктор, кандидат исторических наук и блогер Артем. Артему хочу передать. Артем, я тебя просил, не власти в это дело. Ну не разбираешься ты в истории. Занимайся своими делами, не говори того, чего не знаешь. Единственные, кроме них, не знают. Если бы ты этого не сказал, мне было наплевать, что ты там рассказываешь. Рассказывай все, что хочешь. Они наши братья ингуши. Я не против. Я только даже буду говорить тебе спасибо за то, что ты так красиво рассказываешь про ингушей. Но не затрагивай нас. Не оскорбляйся. Не говори единственный, если ты не знаешь ни про башенную культуру, ни про архитектуру чеченского народа, ни черта. Или же изучи и чеченскую, и осетинскую, и ингушскую, а потом уже делай выводы. Ты очередной раз ложанулся. Это же твой голос, это твое видео. Ее вырезали, прислали мне. Теперь вторая книга. И ты говоришь, пирамидальная крыша только у ингушей и так далее и тому подобное. Берем книгу «Тени вечности». Открываем страницу. Что бы вы ни говорили, я говорю от себя и так далее и тому подобное. Да, изначально, чтобы было понятно, кто написал. Чтобы не говорили ничего. Это ответственный редактор, член корреспонденции Российской академии наук, доктор исторических наук С.А. Аратюнов, рецензенты, доктор исторических наук МБХ М.Х. Багаев, доктор философских наук Т.А. Мазаева. Дальше смотрим. Доктор исторических наук, смотрите, чтобы полностью... материальной культуры Лечи Ильясов, Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии имени Миклуха Миклая, книга этнолога и историка Лечи Ильясова. Что же говорит он? Я вам и рецензентов, и докторов зачитал. Смотрим, чтобы было в следующий раз. Артем, вот называется книга «Тени вечности». Когда будешь, ты же бываешь часто в Грозном со своими друзьями, зайди в книжную и купи эту книгу. На странице 163 страница, чтобы было видно. Видно? 163 страница. И прежде чем зачитать о том, что только в Ингушетии есть пирамидальные ступенчатые крыши, башни или солнечные склепы, давай посмотрим, насколько правда говорит Артем. Смотрим. Какая это крыша? Пирамидальная ступенчатая крыша. Это Нохчичуэ. Выбираем другой объект. Смотрим. Нохчичуэ. Пирамидальная ступенчатая крыша. Это другая башня, чтобы вы знали. Смотрим дальше. Пирамидальная ступенчатая крыша. Все башни и замки Чеченской Республики. Выбрать другой объект. Смотрим. Пирамидальная ступенчатая крыша. Смотрим следующий объект. Пирамидальная ступенчатая крыша. Нохчичуэ. Смотрим. Пирамидальная ступенчатая крыша. Всем видно? Смотрим. Пирамидальная ступенчатая крыша. Смотрим дальше. Пирамидальная ступенчатая крыша. Смотрим дальше. Это башен, которой у чеченцев нету. Якобы. Смотрим. Пирамидальная ступенчатая крыша. Смотрим. Башенные комплексы на территории Чечни. Тоже с пирамидальным, точно так же. Смотрим. Пирамидальная ступенчатая крыша. Нохчичуэ.
Шатой. Смотрим. Пирамидальная ступенчатая крыша. Хайбах. Смотрим дальше. Пирамидальная ступенчатая крыша. Смотрим дальше. А теперь посмотрим, какого рода башенные комплексы и какие крыши разновидности вообще были. Это 6 различных крыш на башенных комплексах в Чечне. Но это, как говорится, для тех, кто не знает, реконструкция. А теперь то же самое, кто хочет посмотреть пирамидальную крышу, посмотрите, когда я поехал в Аргунское ущелье, и в Аргунском ущелье, начиная вдоль, есть солнечные могильники захоронения. У меня видео целое есть, посмотрите, пирамидальная ступенчатая крыша, они до сих пор сохранились, ничего с ними не произошло. Это даже не Галанчож, это Итумкали, Аргунское ущелье. Можете посмотреть видео, чтобы лишний раз вам доказать. Давайте зачитаю от тех самых и лишний раз подтвердим, как фамильные башни, наиболее поздние. А теперь посмотрим, что говорят ученые насчет башен. Башни — это средневековая чеченская архитектура, 160 являются наиболее поздними из всех видов боевых башен в горах Чечни и Ингушетии. Самые поздние. Слышно, да? А некоторые говорят, что только у них и гордятся ими. Якобы мы являемся более древними, только мы строили, мы и так далее. И только у нас есть пирамидальные крыши. Читаем дальше. Башен в горах Чечни и Ингушетии. Многие из них в Чечне могут быть датированы 15-17 веков. А в Ингушетии 17 и 19 века. Боевые башни с пирамидальной ступенчатой кровлей практически не использовались как сторожевые и сигнальные. В большинстве случаев они являются элементом замкового комплекса, получившие распространение в горах Чечни в позднем Средневековье. Исследователи называют эти башни войнавскими, так как они появились на местной почве и получили распространение в Чечне и в Ингушетии. В Грузии они единичные, построены мастерами-войнахами. Это пишет Гольдштейн, 1975 год, 40-я страница. Так называемая классическая войнавская боевая башня является наиболее совершенным и в архитектурном и техническом отношении сооружением подобного рода на Кавказе. Обычно это квадратное в плане сооружения, сложенное из хорошо обработанных камней и так далее и тому подобное. Верхняя часть боевой башни в селении Цекале, в селении Никорой боевая башня. И дальше здесь продолжается, про них написано, Гимройская боевая башня 15-17 веков. То есть 15 веков, то есть даже само пирамидальное строение крыш появилось раньше в Чечне. По всем этим документам. Хачероевская башня 15-16 веков, тоже пирамидальной крышей и так далее. Хаскалинская башня, которая является наиболее поздней, ранней, Хаскалинская, там, где плоская крыша, она является наиболее древним. Плоские крыши были у древних башенных комплексов, как я вам показал на последней фотографии, она 10-12 века датируется. Дальше. Боевая башня в селении Хайбах 14-16 веков. Бароевская боевая башня. Тоже пирамидально-башенный комплекс. Дальше смотрим. Боевая башня у города Шатой. 14-16 веков. Тоже пирамидальная башенная комплекс. Вы везде это все можете найти. На странице 163 книги «Тени вечности». Вот эта книга великолепная, на которой вы можете спокойно зайти и опровергнуть меня. Сказать: Башлам, ты врешь, ты говоришь неправду, потому что на самом деле так называемые башенные комплексы были раньше всех у нас. А теперь, друзья, я готов ответить на ваши вопросы и ваши дополнения. Я вам рассказал о нескольких, у нас несколько, да, кстати, я говорил вам о типах башенных комплексов, которые рассказывала, если я не ошибаюсь, целый член Российской Академии Наук, ведущий этнолог, рассказывал о том в интервью. Данное интервью есть, если вы хотите, я могу
его опубликовать и показать вам, где она говорит, что у нас башенные комплексы более поздние какого периода, когда она указана, говорит 16-17 века. В принципе, тот же мастер Султыгов Рамзан или Руслан, который занимается, сейчас открыл школу, да, в Ингушетии по возрождению или как реконструкции, как она называется, школа строительства башенных комплексов. Когда ему задают вопрос, он очень мягко пытается говорить, что это я могу сказать, высказать свое мнение и так далее и тому подобное, говорит тоже о 17 веке. А теперь давайте зачитаем еще один документ. Вы можете сказать, что Лечи Ильясов, это все-таки там Аратюнов, это все-таки не то. Давайте прочитаем, что же говорят об этом. Есть такие очень известные и самые лучшие и археологи, и ученые, которые занимались башенными комплексами. Книга называется «Археология и вопросы этнической истории Северного Кавказа». Зачитываю, цитирую. Многочисленные чеченские башни с пирамидальным венчанием не особо отличаются от других таких же башен в Хивсуретии, Тушетии, Ингушетии. Хоть в Ингушетии есть башни особой стройности, и это связано с тем, что в Чечне в связи с ранним выходом на плоскость чеченцев началась интенсивный упадок зодчества. Можно сказать, перестали их возводить. А ингуши, наоборот, с позднего средневековья, вплоть до второй половины 18-го, строили башни и в более доработанном виде внимание уделялось декоративности, а не практической функциональности. Что это говорит? То есть они были строены для декора, для красоты. То есть были сделаны какие-то доработки, потому что они были уже во второй половине 18-19 веков, и они функционально им не имели. То есть наши башенные комплексы были построены по функционалу, для того, чтобы их нужно было использовать во время сигнальной башни для подавания сигнала, боевые башни для войны. А эти башни, как указывает учет функциональности, безусловно, дальше читаем, повторю еще раз. Внимание уделялось декоративности, а не практичности и функциональности. Если наши были многофункциональные, а это были декоративные. Дальше читаем. Безусловно, башни совершенных форм более позднего периода постройки, и поэтому количество или доработанные формы это не повод присваивать ингушам башенное зодчество. Страница 152. Страница 153. Карта-схема распространения башен. Зачитываю. Пока никто из исследователей не изучил число и расположение всех башен, поэтому утверждение, что в Ингушетии их больше, не обосновано. Ингуши могут помнить мастеров-строителей башен по причине более позднего времени их постройки. А чеченских мастеров-строителей помнят мало. Чеченские башни расположены в самых неожиданных и давно опустевших местах. Ингушских же селах, где не так и давно еще жили люди, сохранили сведения о высоком мастерстве чеченских строителей, майстинцев, из таких, которых приглашали даже в Грузию для строительства башен. Кисты у грузин это все чеченцы и ингуши. Страница 154. Поэтому центром зарождения башен с пирамидальным венчанием были не в Ингушетии, а территории между Шаро-Аргуном и Арамхи. А по мнению Рабакидзе и Гикичкори, башенное зодчество всего Кавказа едино в его создании участвовали все народы Кавказа. Вот такая вот книга, которую мы назвали, она называется «Археология и вопросы этнической истории Северного Кавказа». Год 1979. Так что, господа хорошие, ну что можно сказать? Можно сказать только то, что я вас ознакомил с материалом ученых, которые в более раннем периоде описываются, что мы строили их непосредственно до 17 веков, и непосредственно они по функционалу работали. Они должны были непосредственно или защищать, или оборонять, или подавать сигналы. Также кандидат так называемых наук
Российской академии наук, заявила, что у них двух типов башенные комплексы. Это боевые и жилые. Возникает вопрос у меня, как у человека, который не является кандидатом исторических наук, не является доктором исторических наук, ни профессором, ни академиком, и я себя, само собой, не называю генералом чеченской истории и всех историков Чечни. У меня возникает вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот вы слушаете меня, мои дорогие подписчики, вы судьи, и у меня вопрос к вам. Если вы являетесь проматерь, праотец всех зодчих на Северном Кавказе, то есть вы строили в Дагестане, в Чечне, в Грузии, в Осетии, в Кабарде, Карачае и везде строили вы, у меня возникает вопрос. Почему ведущий ваш кандидат, министр обороны, истории и тому подобное, в интервью иностранному журналисту заявляет, что у нас только двух типов башни. Да, и плюс, да, Китай 20 миллионов или 2 миллиона строит. Почему указывают, что в Китае башни всего лишь двух типов? Повторюсь, жилые и боевые, которая была 4-5-этажная. И я вам показывал их на своем видео. Как же так получается? Вы у себя не строили разновидности башен, а построили два вида. И причем оба этих вида, в принципе, не предназначены для войны. И они абсолютно подтверждают книгу, написанную 1979 года, где говорит, что это больше для декоративности. Они более свежие, более красивые, там, доработанные. Они по функциональным обязанностям, которые есть. Сигнальная, боевая, сторожевая, жилая, полуживая, полубоевая. Это все. У вас их нет, а в Чечне они есть. Марковин, Виноградов и остальные указывают, что в Чечне более ранний башенный комплекс, это самый ранний период, это Карачаевская башня, 5-9 век. Это написали не чеченцы, это тому есть доказательства. Ладно, 5-9 век, который не сохранился, вы можете сказать, советское время, это совки сделали. Это не такие крутые ученые, как у вас, которые утверждают, что никто не может назвать родовые башни, кроме вас. Но не суть. Или говорят, что у них только пирамидальная крыша, и тот, и другие оба варианта я вам только что разнес пух и прах. Если вы хотя бы маломальски умеете думать, размышлять, вы, думаю, понимаете это сами. Ну вот у меня возникает вопрос, почему вы, как законодатели моды зодчества на всем Северном Кавказе, имеете только два типа башен, хотя вы говорите, мы эти башни используем по функционалу, мы воевали, мы защищались против того-то и того-то. Оскорбляя чеченцев. Я буду говорить за себя, что там осетины будут делать от себя, это их личное дело. Я им не судья и не адвокат. Пускай их ученые, блогеры, исследователи занимаются этим сами. Они ответят, если считают надобность, если есть нужда. Мы говорим, когда вы говорите, никто кроме нас, кроме мы, вот только мы, только у нас, вы пытаетесь задеть нас. Хотя прекрасно знаем, что, насколько я помню, еще во времена даже ЧССР, башенных комплексов боевых, в Чечне было 198 по всей территории. А это еще в СССР. Это после того, как их разрушали, есть документы, что и имам Шамиль, что и царские власти. Я вам эти документы приводил, кто только их не уничтожал. И депортация, и все остальное. Было 198. А на Ингушетии было 120 или 121, кажется. Это ранний период, советского периода данные. Понимаете? И речь идет, чтобы было понятно, речь идет только о боевых башенных комплексах.
Про жилые я молчу, которые можно спокойно насчитать. Я думаю, что будет далеко за 1000. Понимаете, о чем? Ну, не трогайте нас, не говорите про нашу культуру, не говорите, мы единственные, только у нас. Никто не знает свои родовые башни. Каждую башню, каждый кусочек, даже жилых башен, все знают прекрасно, к какому имени и к какому тейпу принадлежат. А фамилии – это 19 век. Нам называть фамилии, которые оттуда вышли, не проблема, но это смешно. Если называешь фамилии, эти башни, это вообще 19 века. Это инновация, новшество. Понимаете? Чувствуете между функциональными, непосредственно по функционалу, по каждой, так сказать, каждая башня имела свое значение, каждая башня использовалась чисто по назначению. Не декор, по назначению. Сигнальная башня и так далее и тому подобное. Когда разбираешь каждый пункт, а я же не просто так езжу в эти горы, когда вы там смеетесь, все остальное рассказываете, я же вам показываю. Замковые, полужилая, полубоевая, сигнальная. Показываю, как они размещены вдоль хребта. Не в одном месте. Расстояние между ними 1-1,5 километра. Они выстроены именно таким образом геометрически, чтобы каждая башня могла подавать сигналы. И даже если где-то есть гора, которая перекрывает ущелье, они строят именно таким образом, там, зигзагом, чтобы были видны все эти сигнальные башни. Что сколько их разрушали, сколько их уничтожали. И несмотря на это, у нас все нормально. И да, еще раз повторюсь, до 26 фамилий это тех мастеров, которые мы уже нашли, которые в документальном мы нашли, и подтверждение есть этому, которые были самыми лучшими мастерами и зодчими строительства башенных комплексов. Тут они немножко даже приукрасили, что они доработанные, что вот эти башни намного лучше. Вот. Поэтому Башлам Гильденштейн не мог написать войнах и башни Нахчиц. Нет, мог, потому что ты, кажется, не знаешь. Я не сказал Гильденштейн, я сказал Гольдштейн. Если я сказал Гильденштейн, прошу прощения. Гольдштейн. Башни в горах. Книга. У меня все есть. Гольдштейн. Это советского периода. Аркадий Гольдштейн. Ученый еврейского происхождения. Книга написана в 1977 году. Называется «Башни в горах». Вот. И именно 203 страница называется «Страна войнахов». 203 страница. Сейчас. Вот она начинается здесь. «Страна войнахов» она называется. И здесь все о чеченцах и ингушах от Грузии и так далее и тому подобное, вплоть до селений. Здесь есть схема горной Чечено-Ингушетии даже здесь есть. Вот. Поэтому Башлам Гильденштейн, не мог написать слово «войнах», я вам объяснил. И конечно, обозначен как «войнах» и башни Нахчица в 10 веке. Гольдштейн. Не Гильденштейн, а Гольдштейн. Вот так вот, уважаемые друзья. Выводы делайте сами. Когда вы скидываете ролики, когда вы обязательно, да, я сделаю ролик. Для тех, кто не дослушал этот эфир до конца. И покажу, какие башни у кого есть. И как оно на самом деле. Так что я готов отвечать на ваши вопросы. Теперь вы можете задавать вопросы, как я вам вчера и обещал, как я вам и сказал. Вы можете называть себя как хотите, какими угодно генералами, какими угодно учеными,
исследователей, можете хоть десятки книг и защитить 10 докторских, но когда вы несете такую чушь и такую браваду, вам бы лучше хорошенько изучить данный материал или говорить, что вот только у нас и только мы на Кавказе, мы являемся законодателями моды всех башенных комплексов. Нежелательно это делать, но не позорьтесь. Артем, тебе рекомендую, опять же, не говори единственный, только у нас и только здесь, что касается башни, солнечных захоронений, склепов или пирамидальных крыш. Мой тебе совет. Ты не историк, я понимаю, ты можешь сказать, я не историк, там кто-то мне написал текст, дал, рассказал, я поверил. Это все возможно. Это все возможно, я не спорю. Но, однако, факт остается фактом. Задавайте вопросы. Да, если вы хотите, есть такая книга. Огромная благодарность нашим чеченским волкам, достойным сынам чеченского народа из Терлоевского Тухума, Тирвай. Есть вот такая книга. Вот она. Эта книга написана буквально сейчас, она вышла. Называется «Сборник сведений от Иры Махки». Часть первая. Дуки Рамзан написал ее. Вот здесь есть каждая башня, начиная с советских времен, которая зарегистрирована, какая башня, кто оттуда вышел, кто воевал, где находилась, про все, и про Хасана Исраилова, и про башенные комплексы, и про каждый документ, и это всего лишь первая часть, думаю, что будет и вторая часть. Вот даже вот по этой книге можно узнать про каждую башню, которая находится в Терлоевском, как говорится, от Иры Махка. Называется «Сборник сведений от Иры Махки», часть первая, Дуки Рамзан написал. Эта книга у нас тоже есть, поэтому по башням книги собираются и только так. Поддержку донат делайте только зубой. Так, смотрим. И сегодня, да, мне скинули, посмотрим. Нас сегодня Зубейр из Ютуба задонатил брат Зубейр. Зубейр Дейресхил, дал Сейдуэл, дал Духуахуэл. Задонатил Зубейр, поддержал наш канал. Ему огромная благодарность. Пока YouTube ведет с счетом 1-0. Так, нет, вру. Точно так же поддержал Айса. Айса задонатил, Айса дал Сейдуэл. И наш брат Уэйс. Уэйс дал Духуахуэл, дал Мукшмешлил, Уэйл Будиснак, Эзерка Соуду улетел. Уэйс красавчик, каждый раз, когда бывает в эфире, всегда пытается поддержать. Благодаря таким, как Уэйс, Зубейр и Айса, вот 3 человека задонатили, 2 человека из Инстаграм задонатили, нет, 1 человек из Инстаграм, 1 из Телеграм и 1 из Ютуб. Благодаря этим ребятам мы можем каждый раз, каждые выходные, то есть пятницу, субботу, воскресенье, эти 3 дня подряд проводить эфиры. Так что огромное... Ассаламу алейкум, Барслан, почему не записываешь? Я записываю эфиры везде, из Телеграма везде. На Телеграме я не знаю, как запись вести. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сайд, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Амин. Амин. Вала мел дулил ва бяш по вала. Дейресхил. Икаега Ниплойл. Мона. Дейресхил. Дела та башня шучит, экирс ватажим. Башня юч полна. Сокиечват одна Тарана, Сунца, со историк Ватсухена, Сохловат, Сунца, уверен, что 99% и амел дешпона, Яцухена Хилбола, Галеб, Хойлюше, Ингуши, Хойлюше, Амаэлер, в 18-19 веке, Бешгуч, Вэлабат, Яхенабат, Ингуши, Алла, Уарене Боль, от Цен, Башни, Эльч, Соцетиш, Сухена. Церца мастер хилла эльча соцет ешк
Суна инс ахваба гадбим бол. Ишт документ штош ахваба гимим. Таял мастер вес, хотя бы ко мастер вес те балгы вала ингуш вала. Те мастер баца, сухунца тишун альча. Те пиро туан бельча на соцега бежи схелават, астовар дитери. Це машян ди харкат. Тон луна вила беш. Хай машян на главных илаун машян ди якан самоя бош. То цаочана цега коде дехкара сиявалиш йоч. Цега машян урлахта дал гуштук югно машян вайц кастапа о лисма дати сана кастапра. И кастапра ничеда. Тагуаца теле ингушетя. Ца специалист хуш. Ца моторист хуш тагуацаром еса хадавикуацаром и мухч он бечота. И чу бежена полностью стептанциш еш еш царь юри хадавикш бариш моториш бариш кастапрауш бариш полностью имуал халесерта и бодек диш дуканали и соцега хаб хадар соцега дас белчара ю ац айдал белош потом куш тыкуш полностью вымогать беш газ куш и материш беш болбацевич сяга ахшнштош и кастаправик ахшнштош иш цариш хизваш бар цана кибачки лахуш бош царе 16-17 век 18 веке ветераны даже цан кибачки лахуш бош на камень бош богума ямаду идо 5-6 этажей ёсу башни цан мичер ходлу кадас олар дагешдо гаш дават ошо так худуйсо дуэ это ахсун цари чарумайна вей нохчи нюс муссунетта алек كوكازا بوتنا الدريا ضاق ابو تول مكاتش وي تشاري يشي باش هنا يو وي ماستر خلا بو هنا وقت وصل كي هم يوتش اشخل شيء تاع يومات تخاش شيء هم دوتش اشخل اش ادوش يغربولاتش هو يغربولاتش من دو بلاج بان هنجرق دوير زول مخكبانا هنا يعني شيء يعري بوي حوش غربولا إيلوش دكودو شيء ريكلام غربولا واسمتي شو مقوس يوتيوب شو إنجوشي هنا يعني تام تودا ده إنجوشي ميتينج إنجوشي زملي إيش غربولاش إيش أدمن إيش الدنيا جاميلش بخو إن داتسا единственный ха إنا نجالب شيء أزواشي نيتكش بو ألمها كيتيا и лицемерие яши это провокация яши ишт хушду ишт гарбор буш а вы да он хушду и тани гарбор бу история яхкали вай да тут это цер хума хила ашсатати инс букчиг усан гинак сүйли хализон эмет инс сүйли яшук тан башиш сүйли яшук тигартига мяжгштига сүйли букчига это ант укуабыш башиш яш пока для туристов яш баш ишуш война тахала юалит в 80-м году юлелен болтен жгахат и ахчекдош шайнтино что яш мяжца яш и башиш яш бубош вой сравнится дагач таю гуотана страна башин алач чай рекламе лицемерию и залилошта короче бортхол авой Сайд, он балик дисла царя. Мне абсолютно без разницы, честно тебе скажу. Мне нету разницы, чем они занимаются, что они делают. Строят они мечети или строят они башни. Это, честно, не касается ни меня, ни моего брата Сайда Чинхоевца. Ой, бал, батять. Единственное, что мы говорим. Вот когда они затрагивают данный вопрос, я же неспроста, я много раз мне присылали, но у меня уже лага халкачи, вырез самоет, он архази, ой, банш, хамасалиш, что ты можешь сказать по этому, что ты можешь сказать по крышам, что ты можешь сказать это, вот говорят это, у нас нету башен, вот говорят, что мы не знаем ари вожи, ты берешь, и тебе приходится это опровергать. Да, они не назвали, допустим, именно
Вот у нас есть, у чеченцев нету цабаца. Но они четко в своих интервью и своих подкастах, и где бы они ни говорили, они указывают и говорят, только у нас на Северном Кавказе, только мы на Кавказе имели клинкером. Ты можешь сделать саманный дом, обклеить его клинкером. Никто никогда в жизни не догадается, что это дом саманный. Правильно, Саид? Но по функционалу, если вдруг будет война, если попадет там даже элементарный пулеметный ДШК, если попадет пулеметный патрон, он разнесет там полстены, грубо говоря, сделает огромный и клинкер КГЛ, потому что клинкер занимает 60 на 60 или 90 на 90 занимает размер, он разобьет его и вырыт, там будет с кулаки дырка. Второй, третий выстрел в одно и то же место, он пробьет его к чертовой матери насквозь. А если построить башню, если построить его, допустим, по функционалу, то есть по назначению, чеченцы как будут строить? Они будут брать более твердый материал, они будут брать арматуру, будут брать цемент, будут брать камень, которого у нас в горах достаточно, не булыжник, и выстраивать из него свои башенные комплексы. Оставлять отверстия, чтобы отстреливаться. Обязательно дверь делать только на втором этаже. То есть все по функционалу, все как должно быть. Возможно, она будет не такая красивая. На фотографии она будет не изящная. Ее никто не сделает ее белой, не побелит ее известью. Но она будет настоящая башня, понимаешь, боевая. И поэтому я говорю, мы делали, наша страна башен, мы это, мы то. Да, конечно, можно сказать, люди могут сказать, ну оставь ты башлам чертовой матери, да, разницу, гори вожи. Нет, уважаемые мои друзья, нет. Так не должно быть. Сегодня мы откажемся от зодчества. Завтра, уже не завтра, а сегодня они взялись не только за башни, они взялись за наши истанги, они взялись за наши музыкальные инструменты, они взялись за наши старые илли, они взялись за, как говорится, за нашу национальную кухню. Чапелик, ждуй, котом галныш, чисто ингушский темьёй. Ну вот зачем вот это делать? Сагин дюк, что всю жизнь ногти чуадяшкил дол хаула, дами хаул отсюда. И хаула чеченская, да, это, они берут фотографию, говорят, я никогда в жизни хилдац, вот эти наглые чечаны своровали наш хаул, а он на самом деле другой хаул бош. Это смешно, но это все транслируется в социальных сетях. Я не против, если они скажут, что ногчищи дубара, все, нет никаких проблем. Ну, ногчик, желательно, музыкальный центр, музыкальный инструмент, ой, здесь было, бауа, здесь что, истанг, шайк, в конце концов, останется только сказать, что мы и воевали, как и говорит это Бузуртанов, который уже написал 3 книги, он говорит, вы говорите, почему вас так много, а почему нас так мало, вы не говорите, потому что наши отцы умирали за вас и за эти земли, поэтому нас так мало, а вас так много. Этот человек заявляет это на всех услышаниях в социальных сетях. То есть он говорит, нас много из-за того, что, оказывается, за наши земли, говорит, его предки воевали. А мы просто-напросто взяли и получили это. Это сейчас смешно, а завтра это полностью будут сидеть люди, вырастет целое поколение, и они скажут, да, и Бог Аллах иш-дуис. Воем история хилаяц, вой баунщинаяц, вой истан шхиладац, вой гарадац, вой полукров шхилахирит, а точно, чачан шхилаюк. Полностью ладьяч он хайнага осталича сунчудик любой метя на опережение балбеш буш любой метя улла буш на опережение балбеш то что в войцах Кавказа Россия по всему Европе за массаналиш буш дальше а иш финансирует нахму финансирует а он на эфиром دنات هون دلت عشاء يفير دقيقة أحمد يزي يفير просто так он луш моя эфир тун дел دنات وش يقوشو تانا شيء جانا
лучше, он что цечан, лучше по всему миру, да саботан, и Артем Бошел, и Умаха Элен, Монголодный, цуна шварт ашлу, и хатуич, лежу, сейчас цену, что гаца гоцана, донат целуш, блогеру бом. Сай, ассаламу алейкум, от Ибраимса, YouTube Куалина уже, может, что Ибраими Тоши, то ли 6 лет, он сказал, то ли 5 лет. 5 лет или 6 лет. За 6 лет умножь это на 12 месяцев. 6 на 12 умножьте, 72 месяца. За 72 месяца полностью траченяет него, донат, я высвечиваться, да, что это 80 тысяч рублей. За 5 лет до он не дает. Вот Ибраим не даст соврать. Тогда скажи мне, стал бы ты за 80 тысяч рублей работать, если ты продажный, если ты ради денег работаешь, ты стал бы 7 лет, 6 лет, 5 лет даже работать за 80 тысяч рублей. Сегодня некоторые люди не хотят и месяц работать за эти деньги. Мы работаем 5-6 лет, и нас упрекают, и 20 и 50 рублей, что из-за этого вот за сегодняшний эфир, вчера было 6 человек, 6 говоришь, или 8 человек, сегодня это 3 человека. Все, дати. Просто цан прикопаться до пигум датский это. Я мажуется, я унзал бьются, я соверстин халардуется, я уже прикопаться до гумца, в конце концов, они начали сейчас уже делать куколки в виде меня и там Юни Успанова. Начали делать там какие-то карикатуры и понравилось им. Суном гумадать. Сёхля царь куколч, да, сёхля царь кертинч, да, сосиса зва асбах сундир, хинваш хаисер бицарь, я шумдат. Я не переживаю за это. Вообще. Но мы там периоде, а мы люди считают, он догдался, это правительственный проект. Ему не один деньги дает лично Рамзан Кадыров. Вот сейчас Рамзан уйдет. Потом, мне понравилось, Даудов, кажется, ушел с парламента. Стал председателем правительства, они мне пишут, что твоя кормушка закончилась, теперь лорд ушел, стал председателем правительства, откуда ты будешь кормиться, теперь у тебя нету никакого начальника, тебе никто не... Но это вот, мне это смешно. Причем тут Мухаммад, которому они стукачили несколько раз, и Магомед Даудов приходил в эфир, еще это было когда? В 17-18 году. И это еще... Ну вот. А при царь Муатту Хавалин Маори, я ас'алума доча. Он никогда ко мне в эфир не приходил. Это после он только зашел в эфир. Цао звяри, шо звяри, то ас идущий, и доця свою историю чумана. Все, 5 минут он и ушел. Больше ничего не было. Он ушел, и председатель предавала. Теперь они не говорят, что мне проплачивают это. Валикум салам. Что это проплачивают? Куда мне устроиться, чтобы мне проплачивали? Не знаю, устройся блогером, будешь, как я, 5 лет получать 80 тысяч. Все четко. Только чтобы ты знал, 80 тысяч это за все 5 лет, а не за каждый месяц работать. Тогда нет. Извини, ты думал, что зарплата? Задавайте вопросы. Но я же, опять же говорю, я никогда не хвастался, что я там закончил это, закончил то, я кандидат, я аспирант, я потомственный историк в 4-м поколении. Один говорит, другой говорит, я генерал-историк, который, оказывается, сокрушил всех врагов. Кого ты сокрушил? Ты пошел, рассказал, что фамильные башни знаете только вы, облажавшись тем самым, потому что фамильные башни это 19 век, потому что вообще фамилия как таковая пришла от русских. Это они принесли на Кавказ. До этого не было фамилии. Если бы она сказала именная башня, а не фамильная башня, это можно было. Но разница между именной башней и фамильной, это, извините, именная башня, она может быть, грубо говоря, и 10, и 5, и 6 века, но она не сказала. Почему? Потому что нету таких башен. Она не может сказать это, потому что их же ДНК-проект говорит, что как минимум первый появился в X веке. Это не я говорю, это их ДНК-проект говорит. А когда я это указываю, тогда обижаются. Не хотите, чтобы я это говорил, не хотите, чтобы я затрагивал эти вопросы, не трогайте чеченцев. Валлахи, биллахи, талахи, я против этих людей.
а не против достойных братьев ингушей. И никогда не был, я не против народа, не против этноса, субэтноса, тейпа, фамилии, социальных, но люди, которые занимают такие должности, сидят и говорят, а нормально сегодня все молодежь сидит в интернете, они слушают, они читают, развиваются через интернет. Да и плюс сегодня искусственный интеллект именно развивается таким образом. Все посты, которые ты делаешь, загружаешь в интернет, они аккумулируются, обрабатываются. И когда ты задаешь искусственному интеллекту или Гуглу, он выдает все, что написано в этом компьютере или в это, грубо говоря, в интернете. А там сидят бздуны, называя себя учеными великими норвийскими, и все фуфло загоняет туда. И они забьют, завтра будут показывать, что у чеченцев не было ни зодчества, не было ни культуры, ничего не было, нету информации, а у них будет, только ты забьешь, хэштег забьешь, показываешь, и все страницы показывают их лабуду. Не потому, что это правда, а потому, что другой информации нет. Нет другой информации. Все, что они забивают, оно сохраняется. Понимаете? Шашидваш, это раз Башлам, бяхма была Масаги, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Башлам, если бы даже, давай допустим так, что тебя бы спонсировали, хотя это фантастика, да, то это было бы вполне оправдано, Мадардич, вполне логично, потому что... Да, дождичем, но куда цари. Да, дождичем, но куда цари. Ихнюю ложь разоблачать, цервурти, ладу, юхша, гладу, ухша, цербазуш, полуурти, хижа, уж. Цен ответ шкетче, отец, Башлам. Я вообще до сих пор не понял, как ты так работаешь, ты, Мадардич, в этом плане. Поэтому, даже, слушатель, абсолютно вагом, да, сколько. Я держусь только благодаря таким, как Саид, Увейс, Зубейр, Мухаммад Вокстаг, те люди, которые помогают, которые как могут, чуть-чуть помогают, и чуть-чуть баня ашуксу. И все. Раньше мне начинают говорить, ахал, сирси, юра, да, раньше у нас еще европейские ногчи, но там из-за разницы в валюте, царь, 10, 5 евро хадайча, 10 евро хадайча. Здесь, если перевести, это были нормальные, грубо говоря, да? 50 евро, 40 евро, нормально, ашкулары. Но потом взяли, началась какая-то СВО, санкции, сколько их, 3000 или 10 тысяч, я не знаю. Они закрыли PayPal, закрыли все. Вот единственный Ибраим, Карин и Donation Элиар, все, это Ибраим нашел. Через него хадайч, ну из-за така чучулани, братьям хадайч, хахочник там, 870 рублей или 900 рублей примерно, и что из съедака, гвоздь состя, что и что вот так, несмотря на это, перебиваемся. Хотя от тиграм через YouTube почти что хульш даться, хульш хайна, с Богом, буду в основном идеальчик. Перебиваемся, но вот за последние 2 дня я вам показал 20-30 книг. ДЛС Хилач, Вежришин, которые там помогли, задонатили, кто-то книги чистые привез. До того Буаршу Майош, Буарзуа, он просто-напросто меня в самое последнее время цединдул, он остал деться, хаян кинчик, я могу теперь, опять же, я это все аккумулирую, собираю, закидываю вам, чтобы вы смогли прочитать, мичадуи, чтобы вам не сказали, аж пич, бит, аж рядуется. Мы закидываем, мы все в интернете сохраняем. И нужно через 10 хитшун цагията и 2. Да, может быть, и сагукла, аскинчки, азару цахала. Но через 10-20 лет, пока существует социальный сеть, какой-то Вася Пупкин написал, где он написал, что мы сволочи, отродья, террористы и бандиты. Нет, чтобы это перебить, потому что все время эту парашу льют на наш народ. Все время были оскорбления. За эти 20 лет
20 лет, уже 30 лет, сколько нас оскорбляли. Как нас, да, кто-то хорошо говорил, кто-то плохо, но большинство, этот ярлык, все голливудские фильмы до сих пор снимают, как бандит, террорист или убийца, или киллер, или даже футбольная команда киллеровская, у них все Чечня до сих пор. У нас, оказывается, в Аргуне показывают шахты, где бы боеголовка, ядерная боеголовка была. Сериал снимать аж по Голливуду. Но сколько это можно, так же нельзя. И это реально, это проблема. Я вам поясню, почему проблема. Потому что любой человек, который сегодня захочет получить образование в Европе, в Америке, когда он приезжает, и ему узнают, что у него откуда гражданство, с какого он региона, и у них стереотип складывается, как будто, надо следить за ним, посмотреть на особом учете он. Потому что он приехал оттуда с того места, где все убийцы, террористы, взрыватели, подрыватели, а это накладывает на тебя отпечаток. Ты воспитываешь, ты все время должен в суете как-то, как бы себя уберечь, как бы своих детей уберечь. Бороду нельзя растить, нельзя радикально высказывать, нельзя сказать что-то про религию, нельзя орать или под своим традициям что-либо говорить. Вот так они воспитывают, надо детей забрать, надо детей отправить, гори, вожи. И вот это стереотипы. А если о нас будут знать как с хорошей историей, как любящие свободу, у которых честь, достоинство, храбрость, все это вложено с кровью, с молоком матери, как нам завещали наши предки, что у нас есть кодекс чести. Во всем мире мало людей, у кого есть заложенный кодекс чести, тем более, который написан и уже положен, и где можно купить, и прочитать, и понять смысл этих высоких ценностей. Аристократизма, называйте как хотите это. Здесь нету ничего такого, что мы возвеличиваем и ставим великий ранг, свой народ. Мы не возвышаем свой народ над чужими. Мы лишь говорим, оставьте нас в покое, у нас прекрасный народ. И мы, если что-то описываем, мы описываем о своем народе. Мне нету дела до других. Мне интересна своя история и свой народ. И кто хочет поддержать, кто хочет дополнить информацию картой, книгой и всем остальным, кто хочет как-то посодействовать, я говорю, добро пожаловать. Если кто-то хочет оспорить, продискуссировать со мной и не согласен, я говорю, добро пожаловать. Я единственно прошу, не материться, не оскорблять. Ведите культурный диалог. Никого не оскорбляйте. И нас не надо оскорблять. И вообще любые народы Северного Кавказа не надо оскорблять. Я против этого. Почему? Потому что я не хочу, чтобы и его посадили, и чтобы моя работа была напрасна. Великие цели преследуем, хорошие вещи говорим. Говорим о культурном богатстве всего Кавказа, говорим о братстве, говорим о войнавстве, говорим о исламе и единстве. Но все равно, все, что ты делаешь, получается, что ты в разряде и ранге каких-то нациков, националистов. А я не знал, что чтобы между братьями Барт был, надо поехать к нему, ему что-то подарить. Или его привезти и подарить. Все равно мне десятками эти ролики присылают. Милу и Барт собьешь, говоришь? Вот да, хакать волчин волнешь, я де дохваль и Барт собьешь, вот что. И ногчи, вала, и милош, я де дохвальцу. Ой, Бог, куда? Мы говорим об элементарных вещах. Всех модов. Майт дознашах кюгш, майт таюрчах, махир детха тейпнаш, махир детха, куньяды, кидет конференции, мечена, даван, саван, иша мялюга, и камилш, яштег, аш, шу, дадан, гюрджиш алга твою аш шхиту ашхич, мижгиш алга аш твою аш шхиту ашхич, крачаеш алга твою аш шхиту, ой, мял адиза, ой, вежриду. Ну ше бил хамаши, юкет сурбуршо, хумш аш соутешта. Тхо ат ирду. Тхо ал киду када сокцап киялста гиби. Вот конкретно эцапа балбеш. Дели дуаш дели орнур. Хох дели дуа даклич хир. Хох даклич хир. Сун сай сил дук биеш мабу. Ях юхьо шед бюзин куан хой бош. Özde boş bol. Galgay. Сай вежри махиетсуни, сай кам махиетсуни. Но ер гезли цамо соутсетса ез. Да цархия вовел валах нана нен ой хамете гам цера бисмил меттарем. Сразу чувошах нен ой хамете гюйца. Ой да казмавар ха мичаю ха ях си мичаду ибхарма туда ючуа элча.
هوني هذا حوت قامت دي وي ميجا إلا شو قامت ديز ميجا يازي ناس هرهم قويهم هايان واخواتنا تخبي دات تخهري وي قامش كعقوتر يح مغلا собор де бахвай нисун тяхил будь на пути справедливости. Мы братья, у нас эта культура, у вас эта культура совпадает, не совпадает. Но если ты не можешь сказать, или скажи общая войнавская культура, но указывай цели. Выпускают книгу, дерьмо льют. Едут на конференцию, дерьмо льют. Делают истон, пишут, это наш национальный ковер. Делают чеченское национальное блюдо, это наше национальное блюдо, говорят. А это все фиксируется, это все записывается. В конце концов, ты какой-то цыган безродный оказываешься. Чуандарг, оказывается, это их национальный инструмент. До айли диман слегка убойта, бойт хайр дени афира лачина. Дошли до того, что до ичкериочка нахилил и гербтир, и булай полумесяцы из серии. Я все время думал, откуда ичкерийцы взяли этот орнамент. Оказывается, этот орнамент взят с нашей сережки наших амазонок. Ну что это за ерунда, Алексей? Что это за байда? Закидывают, мы говорим, что у нас волк закидывает ролики, где орел убивает волка. Делаешь обратно? Хофитан диашугу, да, лалак вайла. Хофитан диашугу. Ваху мол. هنيادين وين يشوقي نوقش غلغا شوقي قميل دي شوق هنيادين كافر ومرتد ومشرك وعي وي حي تدا سدا هذوك واخد صح عامل يسوات هو إمام هو حيقدر استجو دحرة حيقوم انت يدعوله يسي تحمو عنجري تحم داسة نوقش شو مسألة باس واخن يا صالح خليلي يا آدم خليلي يا محمد خليلي أحمد خليلي любой мално никогда в жизни واخنا اس دي حيول همش إدويت ويشار إهمش دويت بوست أنت أتصدو بوصل داخ نوقشي مليل ديلاش حارسة مليلش حارسة بوصل ناخن يقع بيه واتس بالله ولا ويجريش يقع برتخل بيز هري حاول А так егдо ты слушаешь, получается, хо и бич сацугачвал, хо в разряде мушриков, кафиров, якобы нанявшихся террорист, хо. Он не говорит, аждуалини, вежри, вай сюрчане, цига был вежри, соуцер бушун. Вай, вы же говорите, мы отдельная нация, мы отдельная бая, шейц ахдик, да не сдишь? مباخش احكي ملخي غلغاي نوخشي وشادش وين اخستو مباخ и не издаться. Аскиет до и хум не издаться. Во-первых, с точки зрения науки не издаться, тига худиштик нохчи галга батби был. Но батби хаали сейчас, потому что батби керст был. Грузия аш был. Так беш нохчи галга аалж нисту. Нис ундать. Эхки нохчи был, мелхи нохчи был, тирой нохчи был, уаской нохчи был. اشابش перечислить متبع جاير خواي احكي ملخي веппи феппи хуняды кыбеш мацабахя ты перечисляешь чеченские тухумы и называешь свой народ и называешь их всех войнахами. Где это вот мичаду и низ дал герга мичаду. Вот и в этот момент, и каждый момент, с точки зрения религии, что вы ездите по законам 60 км в час, что это соблюдать, я что? Да, соблюдать, дар воляду. Халяста анчувалар воляду. Ну, по статистике, посмотри, в год сколько человек умирает у вас, и сколько умирает в Чечне. 200 стек бусулбу, галамахкар, авариш вахна, ляшхач, и 200 с, и правило соблюдать, дин дис диез штацер. Ой, غلغي قون خوي قوانجي باتش. Ой, تير سيلر دا ديز, تير تحيخ лиез, تير бежхл диез. Но числари есть и правила дорожного движения. Ой, иш лырцеич, чуахт этого машин, этого нех зуда бера, кера, окник вем увецу, чуави. Ой, дедак да, и правила соблюдать я рибе, кимун лырвурду, ой, гоши. Ой, нет эхларам цахальч. Ой, киечун эхларам цахальч. Ах, войнам цевешь, это массар приволж ячаны, ой, дата ячаны, ой, волши, ты машин щитин, ой, док, все. И ждать. Да я просил, сам даол, хокаду, сам ол, хокдаол, дог даол, хокаол.
Да, давай, цах подарите, да, вот возьми успеете, да, хой, ой, выжрал чарда гайшлук, ой, осинок, Хамза хавец хой, Хамза. Да, дуква хвале. Чисто кровный, галга, ой, цах дуй, выжри дубош, а шо это? Шадо дине духа дальше. Кайсак ант вели сунха, ой, выжри, ой, цах ам дуэл. Дерес хил, ну их 2-3 человека, алмайна, шайл бугриш, шайл цанте хок. Вот, иш бу выжрал диешпеш. Царь Цабах, и ей не нужно пойти и дарить подарок Хамзе, чтобы Хамза сказал. Или Хамзе не нужно прийти и мне что-то дарить, чтобы я сказал, что вы мои братья. Что мы один народ. Все вокруг знают это. Все вокруг это знают. Ерпитан дуй, ерпитан. Дажваш бол нах. Кей солцаца сөйтсін. И бүч бол, бүч солц бие. Иш солц баха. Вайнюк цаг вохум хирдачун. Ye dința хирдачун. Вай вежри хирду, пидек хирду. Цаг чуол. Зудри қалса гялу цайез. Вайниш бие, мабал бие. Арбақ цазмаш тухш бол нохчи. Хари, вожи. Хуняды мойкниш тяят. Хуняды тюкниш тяят. Шудук-даш. Талеш, дина. Хоғала. Суэльжғала. Инзри крутой квартирш, хыз квартирш. Тюкниш целыми рядами. Хавиш ғалға бук. Шей фамилиш санец эштохш. Цхан нохчи чу әли. Давалу хайц амагаси го әли. Е эре дац. Нету такого понимания в Чечне, хогалга уса нохчиву, лахар уса лакару, там нет такого здесь. Хо мялхи вала, хо галга вала, хо эхк вала, шадик вай сакам дубавай. Мадити хумш, малилди. Шейпитни хумш сация. Ас сабах тхо, ас маситусун чуя она, каждый месяц от 15 до 20 человек учу ол. Маслаати кайк дизер. Абьюхум штир таболо, нен ой хаметкиз. Ю аса холаеву, хо эздивац, эзди камил дэшваца, асвет камил дивдац маальна. Начинается разговор, в конце концов, хо ад ичан, со ад аш. Хадош дугархум. 18-й год кашли. Как раз я что برد متقر بونه چه این سعیق بله اگر های حسن باید بیش با نخبوی ایش ات ای چانی شریک تر هو ادی تحتر هو ابرا تر لچ پرخواتیزاتیه هو ابرا تر هو الیلده و ات ای چان کلتور بسوایتیه هو ادا اخبر برد خربو اخیت سون و چان تر هو الیلده و اتیز اخبر بو اخیت وارغب ايش تعرف دوي سان خرج دينا حكيت وين سيد جيخ تعويو حلا عبال عيسل بال دوت اتا يلا قزر هرثم واقبو او علينا قبلش دازنير داولي حاسيلي بولش داو دو حيك تاخذ الدوا تعال تقرا все قزر بقول بيان все Никому. Хорани шедеймуах куй, хор шедеймуах лырба биз. Аса сагук дац, вау, несери вона уахи, на хар салах дуба сагук дац. Хар тхунцан хайна аш договор заключить дала, присягила, дала заключители, аш бейбоз, вейтин, хар дари, вож дари бош, сади звук даци. И историю. Со несери вю чуй, ассаламу алейкум, савош галго. حوش خوشل وعنا هودياشو حدانا هودياشتو حموكشو مويو هما يوشي سويجر غالح تخدون حچو خال ماشيانچو ايتون قال شهر شوت حلاويگن هنگوشتوي وي تعتر بالنش گوشيون وي تعتر كشش گوشتون وي بوسوب خلر گوشتون وي تامات خلر گوشتون وي صدق خلر گوشتون وي تعتيل خلر گوشتون دو دا حقي سوالك حق حين ولا باسم وي شنيقع هو باش خلو حوالي ده سوالي ده بيحكي مرقة برش عشتكي شوش حقر شي بجنش ليرو شو وقون شو يحكي دا تعوسين كازاخستاني شو تعيو برش خاطران سوي كوديچو شو غولي عدو قال شو شكر دو خيتاجني بوزد تاخوشين دا ديگنا اتخو حقر شي قاعد ديگنا ايش دري داتر وشادر سعني قال لكن سعني داي اداي سعني شيال ديل تيجا ما تديس نوي سو ادلني وي سو ele ui holei ui ho ezdi ui so pezdi ui so har ui вождуй бо сега дистиумш цадицин hund эльче нужно было выжить
Но никто не просит, хай тейп дисти бор сават, хай туком дисти бор сават, хай фамилии бор сават. Аммагията, хатархена, хавари дейш элят бу инах. Мюш иш бала, мюш иш хири бала, иш гебертлой бала, иш монголш бала, иш карачаш бала, иш черсиш бала. Сейча ляца ишт. Бахка бахкин, тхун шугар هنا وسط يشر يا نوكشي غدا حارش خشي دو يقع عيد حارش البيت نق هذا شيء دينال دول دير شيء دينال دول دير شيء بورشل يول دير شيء سينواش سين دو حلا توان بيا شاش دور دول دير هينسان اي خش elini şamsakalaniş düç kız da ta Başla. ha Girka masitçine yok çergzi. Masitçine. Masitçine intiş ajno çergzi bu edat yeter tamam. مسلحة مسألة غيبت لي مخكة دين راديو فاميليو تشيتشينوي مسو غيبت لاش حباق إيشة نقطش حبير بويشين خا سوهن دوين دعتل عيان فاميليو بارتو تشيتشينوي ناچ جيني اوش بولا حسو حكارتو 18 века Чечен аул юрт яхязина ёр сюахдук карт нохчи датсони Газ карт это 18 века. Церковная карта дони цутролте православный. То есть имеется в виду церковный описывать аж. А. Там маркер, берется. Маситер, где видите лесу. 86-м шабашки, что армия вора выча духой. Шабашки, что иначе. О дохку вясали кинчик. Снимать я, что дом чух. Когда не жпоны кинчики старые кинчики и сумсаятеля. Может, 70-х годах имя. Тут я вазин, он хессер, если кинчик. Хая, ниса, и даже он не хочет майори. Тут я то докую шук, это ночи. Князь Анструкович, я вазин, чеченец. И тут нам хезион, и кинчик. Есть уэлла, кибал цахерсайта. Художественный яри, научный яри. Да, научный ерик я был. Просто если художественный, меня это не интересует. Почему? Потому что художественная литература там в основном вымысел, любой ум сочинить дало. А если там исторический повесть умел от ахкам, значит, це я шонас, ваша, це я шонас. Исторический это я зиндупи как раз Цуабин был эмше, так как он ненавидел поляков. О, царь жестко там бешало, этот Монструкович, чеченец, алязи. И есть уловила, интересит, кем шаладу. Хайкаря сурта, кисурт не дайта сон, сажер вот. Сунчо халдусон, инциалан дейсна, вчера я рассказал про определенный документ. Сегодня мне другой брат говорит, у меня есть этот документ. У меня цабасу сангар хаятели. Мне нету смысла, я не говорю, у кого есть этот документ. Мне нужен этот документ, именно исторический, журнал Дуэнису 91 года, тот, кто может его мне непосредственно отдать, чтобы я его в эфире в любой момент мог использовать, чтобы я его мог задействовать в истории нашего народа. Вот для чего мне нужно. От того, что у кого-то есть какая-то книга у себя дома, от нее мне толка нет. Мне ее нужно взять. Хинс масала хавецу, любой книги, которую я использую, я что делаю? Вот у меня маркеры. Вот они. Я специально купил, видите, маркеры. Каждый этот маркер я беру, например, чтобы было понятно. Особо дальше. Отметить. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Там Монструкович, видите, князь Черкасский. Черкасский или чеченский? Да, князь Черкасский, Монструкович. Ночью был, он должен был стоять между Мининым и Пожарским львешем. Да, уже Хазбулатова, Хазбулатов, во времена Хазбулатова об этом еще писали. Да. Джамбулат Умаров, царь такой. Что он был из военной партии, он не хотел с поляками мирное соглашение заключать, только за войну с поляками и освободил Москву под его командованием. Хазбулатов потомок черкасского князя был. Да, и это то же самое. Вот смотрите,
Вот примерно я поясняю вам, чтобы было понятно, тот, кто сейчас в Инстаграме, в Ютубе поймет, почему книга или документ мне нужен. Видите? Вот книга. Я их ставлю отметки, и потом уже на каждой странице делаю отметки. Это важные моменты, которые очень часто затрагиваются, когда пытаются задеть нас или оскорбить. Вот поэтому мне любая книга или документ, который присылают, мне нужно его получить и в доступе, чтобы я мог работать с ним, чтобы я мог использовать его. Вот для чего я это использую и говорю. И книги, а чего Тимур Уев, Чуахинс, как раз высказал. Я с ним, с Тимуром уже знаком несколько лет, если не 4, кажется. Тимур брат книги Агаязинус. Именно Тимуру шен уечил книги собрал асайт. Шен уечил книги яца и атаян. И карты с Хауреба я этнак Тимуру масит книги анацу. Я с тех пор, как его записал, Тимур брат книги. Так он у меня и сохранен. Каждую книгу мы покупаем, фиксируем, и поэтому я к чему это рассказываю? Сайду, любая книга, которая есть, если она научная, мы ее берем, стихи, поэмы, это для души, для, как говорится, для лирики, да? Иса гендернойский ветер, он был ли в сражении при Валерике или нет? Полностью Сумкаринаун, Шаю, материал Каринаун. Мало того, что материал, даже оказывается, книга есть про это написано, но ее сняли с продажи. Ага. А сейчас она дома, эти книги дома у одного человека, у Русмартани. Вот Холсу Алирси, Холсу Сатаян, Кану. Под авторством чеченцев, что ли? Он сам Харон, он пятый, он потомок Айси Мусейвы, Гендернойский, Айса Муса. Его пятый дед Муса. Его пятый дед, у него прямой потомок. Это сражение при Валерике организовал Иса Гендернойский и возглавлял. Он, это если там написанная правда, что до 7 тысяч человек Эскаргулдина, и ему на помощь пришел со своим отрядом Дуба Вашендероевский. И единственный сын Айсы Гендернойского погиб в этом сражении, там, на Валерике. Тимур, Сохет, Аза, Тимур, есть одна проблема, я тебе сейчас поясню, в чем. Дело в том, что есть основные источники исторические, в котором используются. Масала, сегодня у меня был разговор с одним Эхе, примерно, да, я тебе поясню. Он потомок того, грубо говоря, кто убил там генерала Слепцова. Не прямой там, в любом случае, Цундейшичу. Четвертый или пятый потомок того человека, который убил генерала Слепцова. Я тебе поясню почему. И вот сегодня у нас возникает трение и начинаются разговоры, кто убил там и как убил. Он рассказывает с точностью, куда попал, как убил, как ранил, чей он 5-6 колено, в каком году, в каком месте убили генерала, что там, какой крест там стоял именно после его убийства. И все это подробно расписывает. Мы говорим, информация, вот как ты говоришь, Тимур, он прямой потомок этих людей. И он знает это, потому что никто из его потомков никогда не замечен. Из-за эри, сил-силы, никогда они не врали, почему чарабати. Но я беру это официальное, как говорится, документ этого периода, зачитываю то, что он говорил, и то, что в реальности. Дата, хронология совпадает. Место фактически совпадает. Но здесь он говорит, что убил его выстрелом в пояс, и вот тем самым он в поясницу попал, и так убит его Эрдойс. Став на колено, застрелил. А в официальной версии, которая везде во всех источниках, где написано, где опубликовано, везде написано, выстрелом в грудь был убит генерал Слепцов Алиазиндойс. И у нас возникает коллизия. Я потом начинаю копать. Я начинаю паник Йоакаса, мы начинаем центать, мощный и вопрос задавать того лутхаши. Как он был убит? Ссылка шло. И мы, в конце концов, Асбах освободится, Сюеги Азейта. И я пишу, все данные, которые ты рассказываешь о смерти генерала Слепцова, не соответствуют действительности, поскольку он был убит не в сердце. Тимур.
И тут он выдает информацию. Да, вы абсолютно правы, Бацо. Но, то есть он говорит, но, то, что вы говорите, это рассказы и полевой материал ваших краеведческих историков, краеведов, местных, местечковых Бацо. И они, по сути своей, стоят далеко там, где-то пятыми, шестыми. На первом месте стоят официальные запросы и официальные данные, как был убит генерал Слепцов. Точно так же, по официальным данным, я вчера проверял. Везде, нигде не упоминается ни Айса Гендергноев, ни Муса Гендергноев, что они выставили там 7 тысяч, что я хочу тебе пояснить, что по официальным данным этого всего нет. Даже если кто-то из потомков его написал это, если у него есть завтра я тебе принесу книгу, одна, если он еще продает, и я вторую куплю. Хорошо. Все. У него на эти 600-700 страниц книги, у него 1600 ссылок. Он работал в архивах и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и везде он собирал. Он 6 лет я потратил, говорит, только на архивы, разрешение еще, заявление. Ну, посмотрим, да, если эти ссылки есть, тогда нужно это... Тимур, если Июй, смотри. Все, я сегодня долго разговаривал с ним. Хорошо. Я не успел сегодня. Хорошо. Но если у нас есть такая возможность, в Айгудиду, есть у нас связи, знакомство с чеченскими википедистами, Нохчи, Википедия, Лилуштул, Бейдж. Если все ссылки официальные, как он говорит, там 600 или даже 100 ссылок, надо это официально уже ввести в социальные сети. Только так официально биологи долурдать, если Амабакар 1600. 1600 и вообще термер ссылчать. Потому что генерал... Асун Бахан. Вот смотри, я почему говорю. Генерал Слепцов это не какой-нибудь там маленькая личность, которая можно было бы про эту ситуацию. Есть и реальности, есть и сражение было. Ну, Валерийское сражение все знают. Это никто не оспаривает, что это было великое сражение. Но что вот именно вот в таком контексте, ладно, я не буду забегать вперед, в общем, вот книги Аджару, а потом уже проштудируем с тобой, и в прямом эфире даже можем с тобой обсудить ее. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Сам, да, алхамдулилlah. Собор дела, Айса. Ходавул валится, собор. Айса, собор дела, минута, собор дела. Что у меня обязательно. Так, Баркал Алдиз, потому что если в любой момент меня отключат, чтобы отключить, еле. Бено Заур, Бено с Ютуба. Задонатил Беноевский Заур, Хундерия Схил, дал Сидуэль. И дальше смотрим. Задонатил и поддержал наш канал Айса Гудерменский. Это Курайш, Дерия Схил, дал Сидуэль. И Турпал. Все этот Айса, Курайш, Турпалы поддержали из Инстаграм подписчиков. И один Заур Бено это поддержал из Ютуба. Дал Сидуэл, дал Дуктахтуэл. Она поставляется. Был диснек Эзершка, Сауда улетел. Султа Айса Хадид Сахинса. Так мобила. Тимур, наук мадал, я просто под сомнение не ставлю то, что ты говоришь, просто свое мнение о том, что ты сказал. Вот, за всю историю Кавказской войны самое большое количество, официально это, самое большое количество армия имамата собиралась в пределах 14 тысяч. Верно. Верно. Верно говорю. В Валерийском сражении отряд Голофеева состоял из 4000 солдат. По-моему, официальные такие данные. Айса, там может быть одна ошибка. Это всего может быть, я сказал, не расслышал. Все понял. 7 тысяч, до 7 тысяч человек с обеих сторон. Может, я ошибся здесь. Да. Я тебе говорю. Да. 7 тысяч, может, с обеих сторон. Да, это может быть. Молодцы, а? Ишт Бартхолон, вот настоящий выжреву. Цаирву, Тимур, вон хатай помимо 10 каждый раз. Цаирву,
просто один человек сказал вот так, все, Бартхала, Низамду, дал Сиду Аль-Шушина, ишь, духой. Инстаграм чуха, хатар шанжуаплу, шаваш, хатар шанжуаплу, вистхали. Так, Монстрюкович освобождал Москву от поляков с пожарским имением Бах. Но и Лука как раз Руслан Хазбулатов свисагуй. Башлам ассалам алейкум ва алейкум салам. Куршло тайпнаха. Техал цамасит дуаш лурдари хойг. Солнце тайп дик доузлеар. Эйгата источник. Хауди. Саве до. Первое. Куршло тайп ценохче тайп дон. Второе. Он считается средним тейпом, каждый докдац, но средний док. Третье. Шейлам бу шей юртю шей баую. Самый важный фактор шасвик элла. Приходи, соца, кушло, тейп нашалят. Куршло, але юрт галхедж. О многом это говорит. Сундера настоящий тигр, что кушло. Ишь, духой. Так, дальше. Вопросы или же Тимури Иса. Хадицон хинцу тигр хаташ Инстаграм чурчактел. Ибраим, если Инстаграм, Ютуб чур хаташ дала, хада итлаешь. И молчат. И молчат. Все. Цану Мадари добавить дальше. Еще там, короче, Хабударцега, Дубай, Вашендеройский. Дубай, Вашендеройский, Ченхо. Вот он тоже был в этом сражении, он пошел на помощь Осе Гендернойскому, он пришел. Дубай, Вашендеройский, чтобы вы знали, он не Вашендерой из Тейпа. Он Дубай, Вашендеройский, Ченхо, ушун Тейпан, Шунхайт, Бахшун. У многих бывает почему-то понятие, как будто бы, и мне несколько человек задавали вопрос, что Дуба был якобы Вашендеру. Дуба Вашендероевский является чинхоевцем. Чинхо ушел Дуба. По крайней мере, на книге официально Иштхадович Дуиз, а так я, конечно, в честь него Хайлинюшун, так что... Это было Я Селан и Линда, они дают на Шидош, ты за нас, за всех один отбиваешься от нападок, да, со всех сторон. Поэтому, если это тебе поможет, подсказка, да, например, наш истории, наш инстейт, наш масана, тикейт, булма, белеш, дихар, сиар, используют все свои вот эти вот варианты. Вот смотри, Энза, от Кира, Хабыл, там несколько фамилий, и все эти фамилии входят в один тейп, паланкоевцы. То есть они все входят в этот тейп. Я что хочу сказать, что они тейпан из унехан его хавал мехтек херю олш духой, дуй. Иш царху адвисатан иш галайбу тейпан иш поланкоеву, но хабал мехтек. Тиро нахкубая. Да, никарх олсер, но хабал мехтек пеленгюцер. Эти вот они построили эту башню в Пеленге. Сами полонкоевцы говорили, а вот Никарха Бахка Бахкан Шабаша Халхузар Хабыр Бушей Дейэл. То есть 200 лет назад они сами об этом знают. И вот то есть вот эта легенда достоверна, да, что они ушли, да, мать забрала двоих сыновей, ушла в Пеленг, там его не поймали. Да. Самое интересное, они знают, вот смотри, тут интересный момент. Они знают и говорят, что это произошло 200 лет назад. И башня в Пеленге построена максимум 200 лет этой башни. Ну, понимаешь? Да. Вот, пожалуйста, одно из доказательств, которое они построили. Если Николаевская башня является, замок вообще, комплекс является 13 века, грубо говоря, да?
13-14, что они ушли оттуда более поздним, значит, они ушли оттуда где-то в 15 веке, сникеры забанбу. Не в 15-м, не в 15-м, в 19 веке они оттуда ушли. Да ладно? Ну да, 20 век, 100 лет, и 20 и 19 век, в начале 1800 году, в начале 200 Ах, соборит, ах, Терибау, 19 лет, века. я тебе об этом и говорю, это Белинги, Бауни 200, чтобы Хеханяцун, это молодая башня, это... Примерно частично добавлен, то есть это доказывает, что вот это именно Пелинг башня, ей 200 лет, которую построили выходцы вот из Никароя. Это? Понимаешь, какая ситуация? Понял. Вот, поэтому любое ихнее там притязание шьются, дичь такие хэри вожи бог. Не, ну, я свобода говоришь, полонко шей балыш древнюю солнцегаза, этого чего не было, того не было. И у меня... Нет, Башлам, я о другом хочу сказать. Вот их утверждение, что якобы они строили где-то более позднее время, они имеют... Это показывает о том, что их башня вот сейчас, вот буквально 200 лет назад построена. По крайней мере, эта башня построена. Как в принципе, я сегодня в начале эфира зачитал документы, там четко указывается, что строительство башен они начали с 17, 18, 19 веках. И И в этой же книге написано не чеченцам, они говорят, что они более свежие, потому что они являлись более декоративными борцами. То есть они не были приспособлены к войне. Это самое, и если они там какое-то будут пытаться там как-то посягать на Тиро Махкан или Тиро Тепан, то они же не Тиро, они поломку, Аллах Мабуиш, Аллах Бубош. Пусть называют Никар. Ну, я же сейчас буквально, Айса, ты смотрел, буквально 3 дня тому назад я опубликовал пост. Моцарой Бауит, Ирвай, Бауншица, Да, Никар, Моцарой, Да, есть уже заявление, что якобы это и еще Хайбахскую башню, которую сейчас восстанавливает наш Ха. Он пишет, что древние ингушские башни разрушаются и строятся чеченские новоделы. Это 2 разных человека, они занимаются фитной давно, уже почти что года 2. Тагаз даяк не, но он сейчас создал новый канал, начал опять же лить грязь на чеченцев, бьюхомши, там, цадовокши, язу вулвела и же. Совелем или хала. Я не знаю, там, просто я не помню сейчас по памяти. И Бергбичер, и Алани, и Йохин Шалта, Остамерланс, Халвич, Гизах, Хилматсон, и Секту Доудел. И Доудел, и Штабел Шалта, там, Ишини, Тюлы, Ми, Бехтен, Бошдасин, и Штабел Шалта, Адирзен, Дас, Бо, и Доу, и Иро, Юка, Китхадоу, Хилдутига, Халви. Ты имеешь в виду Шейнт Иро, Штюкама, бабай? Да, и чтобы было понятно. Внутри, Да, это внутренние разборки. Да, внутренний конфликт был, но там еще одна история, она тоже подтверждается, что Бергбичи, и смотрел, Айса, Айдуаш, ты смотрела, Бергбичи, Эккаши Нуцу, Бергбичига Хайола Зуда, Вокалуй, Акмерзи, Воша Олцац Бочер, вот Цюна, это Вокали, Иш Яла, Бергбичахла. Бергбиче Вокал Цани, если я не ошибаюсь, он иногда даже выступал вместе с ним походы, и как раз таки Бергбичи, Вокали, Ища, они вместе выступали еще Мелхиши и Ян Цани. Они вместе выступали против Вайсала Бийца.
избори Тевтонский орден, яны его, истинно. Да. Вот те, которые построили там монастырь, хватинется, Галанчага. Вот, да, и то, что первый, кто их уничтожал, были и Бергбича, Халацу Юка, из Вохкала, Хилатига, то есть царь Гергалу Юкадар Алгачуса. До Хилхилду и до Дадок Чалиня, и Игня, Тавариант Хилаца. Да, я что хочу сказать, что и до Дахкан Хана Бырта Бина Остемерлана Духалт Эмнеш Бин Бохцар, они говорят, начали вот это. Ну, есть и период, это есть тот период. Это как раз таки есть 14 век и период, Да, вот такая вот история. Короче. Ну, официально, чтобы было понятно, одним из лучших строителей башни считается Баулой. Баулой Бу, это разных два тойпа, чтобы вы знали. А вот Баулой это часть ируевцев. Вот эти Баулой описываются некоторыми учеными советскими, указывают, что якобы вот это зодчество, вообще пирамидальное, вот, имеет пирамидальные башенных комплексов, якобы терлоевцы принесли из аланского государства. Цуюкани службу, и Бергбича, и Элдпауэри, и Элдеса, и Бергбича, царя, якобы это зодчество было сперва на плоскостной территории, а они это одна из версий сразу бас. То есть в аланских, как говорится, царстве были такие башни, и они это зодчество якобы перенесли в горы. Но это, сразу я вам говорю, эта гипотеза рассыпается. Почему? Поясню. Дело в том, что первый башенный комплекс, если это терлоевцы, и то, тем более Бергбичи, царь, и Элдпас, Элдо, Халя, Бергбичи, Хай, она, это должен был быть 14 век. А у нас есть башенные комплексы, даже тех же, Элдпа построен 10-12 век. Пускай не 10, пускай это будет 12 век. Это время, когда еще даже монголов не было здесь. Раз. Во-вторых, валикум салам. Харачоевские башни, 5-9 век. Тоже не было никаких монголов здесь, не было никакого Тамерлана здесь. Но что касается, если взяли у них, получается, что первую башню должен был построить не Бергбичи и не Баулай, а должны были это построить Харачой. Потому что харачоевцы... Может быть, они были учениками или последователями тех... Нет, я думаю, что вот эта версия, что вот это зодчество, строительство башенных комплексов не взято в Аланском царстве. А это зодчество именно принадлежит нам, исторически принадлежит нам. Почему? Потому... Объясню было, дорогие ждали Хасан Бакаевс, там передача Галцевела, что на равнине чеченцы строили башни деревянные. Да. Не Муирхайон, Анзор. Не деревянные, чтобы было понятно. Анзор. Бух-буй. Бух. Примерно первые этажи. Бух-бари. Из-за улгах вырушил царь. Основанию. А потом уже... Фундамент, типа. Да, как фундамент. А остальная, верхняя часть, она строилась из бревен. Вот фундамент разрушился, и Харачевский Бауэри, фундамент разрушился, а тут я ел и дечкши анализ я Советский Союз археолог. И так они устроили. Но там разница 400 лет. Одни говорят 5 век эта башня была, а другие говорят 9 век эта башня была. На плоскостной территории, да, Инстаграм есть у нас Мустапаев, который непосредственно реконструирует, уже рисует, какие башни у нас были, какие по документам, как они выглядели, восстанавливать. Я шук Мустапаев, Джабраил был, и там он четко указывается, фундамент был каменный, каркас уже дальше был деревянный. И некоторые уже даже рассказывают, что не только деревянный, в более раннем периоде его специально обмазывали глиной, чтобы невозможно было поджечь. Но цуайна адкушхена доис. Это и адкушхена озабина там техмо монголшуш бошхена. Цар халалату дахуш могли. И квашче яйца ягита те попаракшула, это попаро чё аш вочун шило чакиолиш сала, цадала шоу дала и телатаха целотич сала. То есть ищет ситуация. И плюс хорошо древесина сохранялась. Бог момент на попор. Ищет момент, что хочешь.
Это очень важно, из-за духа Божия. Суман тяргуцию, многие это не замечают, но это важно. Почему? Я поясню. Потому что вот характер воин, насколько хорошие были мастера, настолько инженеры были великолепные, понимаешь, Анзо? Потому что построить Ахилмала, горной части, ты знаешь нашу башню, где находится? Я говорю, просто некоторые башни уму непостижимо, как вот эти огромные глыбы, каким образом, туда даже ишак не доберется, осел не сможет туда подняться, ни быки, ни волы не могут туда подняться. И там такие мегалитические, по 200-300 килограммов, если не полутонны, докет улч основания, мою цубанши. И плюс сутя они строили пятиэтажное, 25 метров в высоту. Азбахрик, валлахи, я даже не представляю, как это. Духа Божия, я спрашивал у наших краеведов, некоторые говорили, вот куза яркамина ломни. Но я смотрел, масала хакмада халва харкарой. Харкара иню бау из-за уарсуай харкарой баншуиш. Они вдоль ущелья, неси сюли, хочу был беттига и ларьяш, диасия, шибау хилатига. Харкарисна уарсуайник юхина. Уарсуайник гинзмет хватина. Харкарнига Дианина тоже реконструировать чуть-чуть. Но я смотрю там камни. Хатида каменоломня, ца эту батига. Там нету просто-напросто такого вот, блок кюевой, блок шер фундаментом, блок стандартный. Там сколько он, 2 метра 90 высота. И блок на тот период. Ищ же блок чуешь, фактически, еще шире. Ну, из цельного камня, наждаш вахен, шаринсан, абула харкараха, вообще истандола, дакет уч, дацк. So, وهاو سنتيجي وقتشو وناس لوما على حاجة so تيجا دوت أوكش حاجة ده تيجا إتكي برا دق شيل أوكش то есть на месте камина ломня их е бол бул ас бухца бьючун именно тук бу и метровый локальный метр бу и почти что so до галай больше галанче же у нас тига имела жилой башни шу там жилые башни не боевые даже там трехэтажные были. Толщина стены метр. Это жилая башня. Это 3- или 4-этажная. Блоки огроменные. Килограммов, ну может быть, 250-300 килограммов. Для жилых башен. Понятное дело, что боевые должны были быть башни сильные. Но жилые хотят, зачем строить? Там тоже смотришь вокруг. Галай, юртуш у нас, ючек, галанчежер. Вокруг смотришь, схана мехтя улляха каменолоняят, схана улляха и дакет угждах мехтик бать. Вообще нету. И я понятия не имею, откуда они их приносили, как они их туда довозили. Ну ладно, Галай юр там еще на равнине, но то, что находится в этом кали, и вообще кады маду. И эльпа халвачана с высотой она, я не знаю, сколько там метров, суном целый километр хейтились. Халкач вале со цубюхе, ца вирдала, ца гоурияла, ца тропинка ятига, и цбюхинани охбан, пятиэтажный бауютига ин боевой. И Мичарина, и Муина, ладно, флаг с ним построили. Но насколько должны были быть великолепными эти инженеры, насколько хорошо они должны были знать физику, геометрию, алгебру, чтобы можно было построить и на сегодняшний день, вы посмотрите, какая огроменная дыра в этом замке, в этой башне. Сколько землетрясений там, сколько 2 чеченские войны они прошли. Рядом видны вертолетные, ракетные валяются, то, что стреляли. То есть рядом взрывают. И он стоит, как монстр стоит, с такой огромной дыркой, до сих пор карцел уж лячок. Это землетрясение, штемш, депортация, вот он стоит до сих пор. Никаких цементов тебе, никаких арматуров тебе, даже попар хаккалитан. Пусть, допустим, динозавр хуашицаны ейтен халитайн, но чтобы это не было, они построили такое, оставили такое наследие после себя. Если даже... Да. И том Халинский район, и Табет Геральт, Шибашница.
муал или сам позиция по половине. Ю чинхо хаучу. И теперь смысл я не могу понять. Это таможня. Для чего? Таможня. А как там же там река такая. Ну, там нет, дорога была не такая, это дорога новая. Хинсел, там снизу был мост, я спрашивал, узнавал. Там снизу был мост, и только рядом с этими башнями можно было пройти. И то лабекин был, не бери, Инсбол. Это вообще в советское время, постсоветское время. Ну это понятно. Да. Ну и там обривился. Ну, извини меня. Да, ну вот так они построили. И со мной связывался потомок, он говорил, то ли Масул Барцу, то ли 7-й Барцу, то ли 8-й Барцу, Шедедас. Цой ино элек, цой баншит, сдуканёч велак связал. И баншина говорит, шею. Чин хай бу меатсуниш, чин хай элер меатсун. Если я не ошибаюсь, 5 часов. Асхуик бак анзор, ну то, что вот там мелхи аяца, мелхи банш хадаван, цера сам дук хазиснаш, и сигнальный банш. Мы видим, что холма бат бошу. Оказывается, сигнальную. И я на каждую башню поднимался, Анзор. Я со своим зрением на сегодняшний дождь. Макушка, макушка следующей башни видна. Уля моя тюш. А между ними расстояние 1,5-2 километра. А там есть и цой придаешь, мета гулту шукая, а он целцасон. Город Цахалацали, и город мертвый берет, они со угол этих хаузин. Там прострел елуятком уже последний сигнальный. Оказывается, они как делают? Делают до конца вот эти сигнальные бау хагуш метти гютига, и угол да хауш чанис, эти угля цаюцар вукау зигзагом иш наискос китабау. Даже этот момент нис и хайоши ушели перерывать ящу юкабу лому. Шибауи нацар улятига. Одна показывает, другая передает следующей. Настолько асбахой, валлахи, я не знаю, как они это сделали, я не знаю, откуда у них было такое образование, но кто бы это ни был, 10, 12, 13, 14 веках, если у нас были такие мастера, валлахи, нам уже просто от того, что они умели строить вот такое, можно отдать должное. Холодильники. И это о многом говорит. Конечно, ажа, ваша, цучуа, холодильник, что он? Цубаишва. Цучуа, камин, что он? Цучуа, подвал, что он? Ну, холодильники отдельно как выглядят, камины отдельно. Инса масала, я нашел камины. И тункалах карисун каминч, только банчухи мои. И я нашел в Харкара карисун. Тига хаир, Харкара жилой башни шуайер камин. А и тункалаха боевой башни шуайер камин. Имел сложную систему, чтобы до 5-го этажа прогревали стены, и то определенная стена. Не все стены, и то цанпина, цани, йоху, халев. Почему они использовали древесину? То есть более ранний период, вот эти перемычки между ними, они были непосредственно сводчери, они были куполообразные, это более поздний бахца. А вот 9-10 века, там были перемычки, углы шмаецу, баншуаитин. Там оставлено, как в виде лестницы, углы. На эти углы размещались брусы. Даже этим образом ты мог... Если цучуа ашвег дакидомашдери, ты просто-напросто мог на следующую ступень поднять, сделать потолки, они у тебя выше будут. Легче адмашан. Если у тебя там, допустим, лохидомашдошуя, средний ростешь, ты можешь спустить. Там все предусмотрено. Все предусмотрено. И дерево, само собой, оно наиболее тепло сохраняет моется и ухо. При обвале он может выдержать определенное количество пушечное ядро. Если оно обвалится, то нижняя часть она, и те обвалится, они могли сохранить. Снизу поджечь невозможно было, потому что первый этаж не было дверей, дверь была на втором этаже. Лами халбок. То есть, и многие башни строились, более сильные башни, они строились рядом с обрывом. Если вдруг коммуникация маяти, воды нету. Если вдруг, это я тоже узнавал, если вдруг долгая осада, каким образом там вода
хидама остальное-то ты можешь, там, питание, все можно было внутри оставить. Холодильники могли, сохраняется долго, оборону можно держать долго. Но вода, это вещь, которая, она быстро уходит, да? В любом случае, даже тагана. Цучуаха специальный, обрывший, хинифха, хундяшкалай. Они рассказывают, есть некоторые ответственные скалы, хохаж махажна масла харкара, лаха уадош хиду. Уарсуай мавка, лаха уадош хиду. Низ эцбаиншана, лакадуш на высоте 200-300 метров. Но цугайна уба, и цены üsta цуок ери, няхдари, шитарган цане. И региохки те, муж бала хумяла иньол. Цара ха уяси и ластюя, уадошло хидайца, ластюя цухичу доочхла. И да, юахки, да, около кусок, это рвы. Да чула свашла, чукуси адучла царь. Хаша, то муж сахлат или ют халаритера. И чуку асинита, и ты определенно раз, оли халдашла. Оказывается, и истрит архбари, он очень сильно впитывает воду. Гарт оли хинабрат яшла, и хала цвох аудма аудняха, любой шундала, ойла, бюрдала хиваду. Он просиживается, становится чистая вода питьевая. И момент предусмотреть и на цель. Вода, и место отстрела я шел меткери, боевой башни шел. Чигичу со специальной щит угмахалитин, а то агерст я хуарма вяльня хахан чигичуки эти там умцалта, раз уссан умила, раз закрыть Мадина, дин бой конструкции, я гуш яцу бойниц мечай. Бойницы вообще незаметно на этих башнях. И геометрия, иштю, бойниц. Специально, даже в современное время, ты можешь повернуть его налево, направо. Они не оставили просто дырку на выход. Они специально сделали ее зауженно, и стала на блокпостышка, раскоши, генеоцарь, треугольным образом, чтобы ячел и пулемет, автомат, любой человек, дай сай хазук, с внешней стороны там маленькая дырка, а с внутренней стороны оставляют широкий разъем где-то на 45 градусов. Это в башнях 14, 10, 12, 13, 16 веков, в башнях наших та же самая система. Но только они это сделали с средневековья, а это делают до сих пор в современное время. То есть это не все так просто. Я говорю, как неизвестно до сих пор полностью расшифрование наших петроглифов, есть только, как говорится, некоторые догадки, да, процентов на 10-15, что из-за, но в остальном случае, по этим башням, просто по этим каминам, по этим холодильникам, как они устроены, это все можно было бы спокойно написать докторскую диссертацию, спокойно. Но над этим нужно было очень сильно потрудиться, посмотреть разницу, все это зафиксировать. Это очень было бы интересно. Я просто-напросто не видел ни одного человека, ни одного ученого, ни с Чечни, ни с Ингушетии, как таковой. Общее описание есть, рисунки есть, крыши описываются, какой там, сколько этажей описывается, машикули описываются, но все досконально, внутреннее убранство, перекрытие, все как оно делалось, все, чтобы было написать одну хорошую монографию, полностью про башни, вплоть до петроглифов, которые были, почему они размещались на разных уголках, а эти углы были направлены на 4, как говорится, север, юг, запад, восток. И ща мелдум, как они предусмотрели, бойницы как были сделаны, как после уничтожения первого, второго этажа, третьего этажа, там, допустим, если уничтожали 5-й этаж, можно было спокойно перебраться на 4-й, дальше вести оборону и так далее и тому подобное. Эти все моменты, их нужно очень долго рассматривать. Даже элементарно, вот то, что вы заок, брали, выливали молоко или воду и ждали. Если оно не проникает вглубь, значит место надежное. Откуда они это взяли? С чего они это взяли? Ну и опять же, все эти нагорные скальные породы, которые мы видим в наших горах, это оно под углом. Без разницы, 30, 40, 50 градусов. Разлёшья, они даже умудрялись делать на этом неровной площадке, строить башни на огромной высоте, и чтобы она выдержала как войну, так и землетрясение.
То есть, я вам говорю, на самом деле, эти вещи, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху, я мобил то, что я так эмоционально рассказываю, но я считаю, что это очень важно, и каждый вопрос в нашей истории, на него можно было бы написать научную работу, докторскую диссертацию. Например, поясню, почему я говорю. Возьмем истанги, которые издревле делали, да, у нашего народа. Особенно сильно их делали в области качкалыковцев и мечекизовцев, и ауховцев. Там самые крутые истанги были у них. В горной части было очень редко, и то они были более такие жестковатые. Эти истанги. И это говорят ученые 19 века, 20 веков. Так вот, самое крутое, самые лучшие истанги были у нас, это получается юго-восточная часть. Это Аух, это Гудурмес, Курчалой, вот и Ауэри, тига самых хазакузнышля школа, истангш. До сих пор никто не может сказать точно, что касается этих орнаментов. Там есть предположение, там, замужние так делали, незамужние так делали. Ну, как с этими кувшинами, пытаются вот играть. Некоторые нарницы умудрились даже говорить, что она делала истанг, указывая карту с засекреченным моментом, чтобы могли посмотреть на истанг и узнать, где она сворована. Вот такую байду, конечно, делать не надо. Это, конечно, полнейшая чушь, потому что, но этот орнамент, как он появился, как его использовали. Мужчины использовали этот орнамент в петроглифах на башнях. Женщины более мягкими круглыми тонами. Фактически вот этот узор делали на истангах. А наши алимы религиозные делали эти узоры на некоторых могильных плитах. Разве это не интересно? Вроде бы 3 разных направления. Одно строительство, где живет человек и так далее. Другое – это могильная плита. Третье – это ковер. То есть есть некоторые... А медицина, Башлан, медицина, чеченская медицина, как была развита? Ну, я про это вообще молчу. В плане в чем? Я имею в виду, что здесь хоть орнамент использовался, орнамент был дусей. Одинаковые орнаменты в основе своей лежат. Вот. Ну и каждое направление. По этим истангам, как они делали разноцветные. Вы знаете, что мне рассказал наш Хабаев Ибраим, он рассказал, что в Панкисе, у наших кистинцев, чеченцев, которые проживают, то ли там есть люди, специализирующие, как в разноцветных тонах можно делать истанги. И вот эти натуральные цвета из натуральных продуктов знают только они. За эти 200 лет они их не утеряли. И они просили, чтобы с Чечни отправили к ним определенное количество студентов. Но не нашлось здесь добровольцев, там 5 было, кажется, он сказал, но здесь не нашлось людей, которые бы поехали туда, обучились бы этому ремеслу. А это готовый бизнес-проект. И плюс развитие, возвращение к своему историческому наследию. Это 100% натуральный продукт, который производили чеченцы у себя на своей территории. Башлан. Сколько цветов вообще применялось? Вот от Шубарганцу, если я не ошибаюсь, Ибраим сказал, 50 тонов они умеют красить. Те, которые в Панкийском ущелье, 50 или 20, чтобы не соврать. Столько тонов разноцветных они умеют делать из натуральных различных ингредиентов. И 50 махалита, даже пускай это будет 15. Ахкамаю огромный, по древним технологиям. Это не краску купил, взял и там завалял, сделал там цвета. Нет, именно баальчурик шелахи. Может, они разных цветов использовали, насчет там зеленого. Ну, а если они могли добывать 50 цветов, конечно, они могли использовать и черную шерсть, и красную шерсть, от баранов зависит, да, и белую шерсть. Насколько я знаю, только 3 разновидности баранов есть. Белая, красная и черная. Надо оттуда преподавателя хотя бы одного привести, чтобы научили. Но обычно, когда просят что-то, Иса, извини меня, когда просят,
Асо амур вацер атхун говорили, да, соба хабах кеча амур бу. Говорили, что надо что оплатить дирдушун, ардахар дирдушун, но надо учиться поехать, ара уже да язуш. И хаяни асбах, дели дёш дер уанур, тагана, талеш дина, нормально хинца, бизнесмен, валари, меценат, валари, можно было бы договориться, создать одну ферму, отправить этих пристагори, ицтагула, давайтин, Бут, чибут, кобут, бака-бахтин, чтобы вот всю эту древнюю технологию они выучили, хацабяхкин, хацах, дадяш, просто на поток. Ламаз куштяш, чудату истангштяш, хавяну туристам дадукш. Ертханохчи истангшту, хокках каждый значит, во всем мире, куда бы ни поехали. В Мексику едут, покупают мексиканские шляпы. Едут в Дагестан, покупают сюликую, вот эту папаху Хабиба Нурмагомедова. Другое делают. Воеца этница хилмадези, в Ингушетии уже брелки, кочушо, кулончики, даже эти они начали делать банючки гияш. Из золота, из серебра. А у нас что? Пошла. Акуй эларт сөйлемаққа. Авай чебати куй. Войс веси куй олцунат, я жаой куй олцунат, ацеш ютер, мой масит видео. Вай нохчи куй клиник бу, вай нохчи куй сулом куй мусю абек бацер, эти абу изляч пусай. Ну понятно. Музей чувак. Вай нига 18 сантиметров бу, 18 меньше 15 хлищат. А сюлиник то же самое, они используют каракульчу, царик 13 сантиметров. А 13 сантиметров бибаца, а лилушбек сюликуй бу. Выше 13 сантиметров, а лилушбек ногчикуй бу. А как анкуй будешь, но швайчара редко лилушлах. Это до жаувала, до шила, вычвала, ишсарили, не, так, наем шволчхена, лилин, элду из, ну, имеется имам Шамиль волчхена. Ну, это муэдон, самый простой вид олцуна. Походная. Да, самый простой куйбуиз. То есть от дождя, из-за икуя гинца хакоман бу алат иязу ишяц хай. Потому что его шейбу жаушба, а жай мишбу венха, не жай живой разный бушун, живой акебу, а жай сюлибу. Сюли олцер, жайхуай олцер. Вот и жайхуая они используют цер, швой жаухала. Цер гутер и кунш лилошала. Но из-за походной куйлошбу, из-за повсеместно вахкваса лятка чего ада цоцана кепар яхдош салах и эцкую царь. Она у нас стоит там не на самом высоком месте. Ну, понятное дело, что это было простой вариант. Да, инсталляция шли на эльче. Ну, когда одеваешь, и бама бизер, и бич, и куйбас, шагайв, санхол, и бахалах, и мечао. Да. Ну, его асбаха, его так, она предназначена для повседневной, хаара, телефола, кивигула, лилу мигрдуиз, абрекшена, особенно дикхиечка лабош, буйкуй, абрекшбари. Именно или ложь лобош, видите, ну дудать отца. И долдеешь, бог пазл харбуй. А? Да, дождливый погода, долдол. Да, чак, вот долдол. Самое интересное, чак цадол вообще. Да, вообще дол чак цадол лицо. Долга луа сам чак цадол лицо. Вот что самое интересное. Он не пропускает дождя. Вода стекает. И плюс, сказать, самое алё, Анзор. Самое интересное, знаешь, он от попадания некоторых видов оружия холодного, он от него защищал голову. Ну, скорее всего, да. Не рассекал, то есть, и тряхчдуй, сразу, если, он защищал, не архинел, и ушел хума, некоторое время она считалась одним из лучших, некоторые стрелы даже не проходили, дик не арду, что у меня несла. И цуокери, дящут, и духа. Точно так же, дик куйбин хача, шерт туахча, нагасан, если дик и тебяха больше, дик и томбин валаха, не пробивала, опять же, прошу не путать. Оружие тоже разное. А? Ну да, опять же, определенный вид оружия там говорит, там не говорится, там, видать, есть шашки, которые, они это могут, конечно, и 5 секунд, потому что там некоторых было чеченские, особенно атагинские шарты, они листок могли разрезать. Дикти листок, да, шах, Аллах, Мадина, Чархоли, Хададой.
были очень сильные мастера. А вот какой-то вид, видать, какой из них, я не знаю, наверное, у которых более тонкая сталь, это защищать, опять же, не проверял, не буду врать. Ищ ситуацию. Başlam, çünkü isüyle muhakkdaş dit diye başlam, çünkü isüyle muhakkdaş dit diye ala avhoş dinde gindat diyesun. Başlam, çünkü isüyle muhakkdaş dit diye vecri süyle boştola süyle vay bahara vay düştek süyle as olçana süyle vay khinal di hayal ağuyu. Avuk süyle muhakkbat. Yetqayasun xiyatabat. Югат аққавай дабақ, вай бош бол сүйли муаққа, ғайқи дихадик, ғайқин әтту аудик, ғайқи сулакту. Сихабик сүйли муақ бұл, вай әлі дәт, вай боша дәт. А ханг бақса, сон ханг сүйли муақ маал бақ, қошу, аухай муақ. Если меня спросить, я единственный человек, который не называет его, в отличие от многих, которые пишут Новолакский, я не говорю. Я сперва пишу Ауховский, а потом нынешний Новолаку. Ас и Лиду. А что там другие делают, я не могу сказать. За других не отвечаю, но я передал. Так, Тимур. Так, смотрим. Ага. И задонатили. Задонатил Саид Мухаммад. Я не знаю, какого типа. Ну, Саид Мухаммад задонатили. Саид Мухаммад дейрезхил, дал Сейдуэл, дал Духвахуа. Заурбек задонатил. И Салам Маршал от Мержуэ. Мержуевские волки. Ахмад Мержуэ чего дайтин. Мержуэ Уарсхуай дал Сейдуэл вежри. Нохчик Оман Безла дал Духтахдуэл. Дал Нукшмяшил дуэл. Арстхоевцы активно, как всегда, поддерживают наш канал. Донатят, слушают, запоминают и распространяют. Башлам береги, Киетвар Мабати, Вайба. Ну, азда'алла. Башлам, салам алейкум, ва алейкум. Белхорой чеченцы. Для меня Белхорой чеченцы. Не знаю, как другие. Уарстхой был Белхорой, Уарстхой Нохчибу. А Белхорой Уарстхой была еще Нохчибу. На мой ответ прошу не обижаться. Белхорой, Галай, Мержуай, Мушхуай, Цечуай, Гуандлуай. Кого я упустил? Всех назвал. Шабеш еще Нохчибу. Нохчик Оман Дагду. Вот и все. Галай или Раста. Аса бьются Вайдай Махбу. Что хочешь с погода? Завтра даже ночью матах погоду могу. Валикум салам. Ночью матах погоду. Хейн хваттам, не? Хейн хваттам олба. Хейн хваттам. Хейн хваттам. Хейн хваттам. Сунайте тебе, и Хазнесан, я же очень часто упоминаю слово диалекты. Так, суна, гитти тебе, хейна даст диалект чахол. Я изучаю вот эти слова, которые мне нужны и важны. Допустим, диалект оказывается, дошам юка и школ юка и датшун, шунхает бахшун. Эти проекты, они фиксируют официальные только, как говорится, если где-то находят. Диалекты на чеченском языке гармат. Гармат. Диалект. Вот так вот. Ну, очень много интересное. Сямсякки, по названию Юхасун из Нохчимата. Оказывается, хлоп. Панцалги, бои, сямсякки. Дат бахин синс. И элла алат иласо. И сямсякки турку дуашду эласо ва азвелла. Дат бах цар выигра хак я чейник ду элла бахи. Более древний арамейский ду бахи. Вей Богду, вей Бога, арамейский Богду, из-за что Ибрахим, алейхиссалам, поехал на Воршхан, да, использует диаштол, два штубаца, а Арбуай жюкти и хулил дац, потому что Ибрахим, поехал, алейхиссалам, цунах хабю либи бац Арбуай жюкти, оно никак не может быть ихним. А сам Ибрагим не был евреем и арабом, алейхиссалам, он считается, что он был
выходцем с Кавказа. Да, ладно. Ну, с Так восточной, скажу, да. Он был выход. Турции. Да, он был Он с выходцем. восточной Турции же он вышел. Да, Анатолий Оларец. он вышел. Да. Анатолий Оларец у нас? Из восточной Анатолий Оларец? Восточная Турция, как он, не Ур она назывался, Харан, по-моему, это местность называется. Вот, да, у Асана Бакаева написывается это все. Вот он выходец оттуда был. Из Ханаана Рорис? Нет, он в Ханаан пришел, а этот... Не, Ханаан Уиз, а пришел он из Вока, короче, ладно. Не будем сейчас углубляться, а то боюсь людей, как говорится. Ибрахим, есть ли вопросы у нас в Ютубе? У нас осталось 14 минут в эфире, и после этого у нас заканчивается трафик. Поэтому я хочу, чтобы мы обсудили, если вы что-то... Да. Мегадари Богуду, шуни нюхар эфир. Вы мои спонсоры, вам и задавать вопросы. Они уже сменились по оргу, уже. Да, сменилось, руководство сменилось. Вот теперь вопрос. И Укар, и Дони Халашбат, царинил высказывания, царинил вендуал и оскорбления. Нет, никак не комментируют. Вот? Они никак не комментируют и не опровергают, и ничего не говорят. Я не об этом. Например, Укар Кеген был Уртбат Мадардич. Из-за Хуан Бишпуй, они сам без Бишпуй Укар. А это новый созыв, нас это не касается, мы этого не говорили и все. Вот если эти заявятся... Укар Бейцем был Урт, получается, он объяснит? Укар Бейцем был Урт, царь Бейцем, Ждабана, это нас не касается. Наша хата с краю, мы ничего не говорили, мы этого не утверждали. О, царь. Иду цыганился. То есть, когда я говорю то, что здесь, да. Царь Эллаг, но останется в памяти. Царь Баба. Получается, что когда этот Чабиева наша, когда она тоже улетит, да, уйдет с этого пространства, или социальных сетей, то высказывание уже по идее оно останется в сети, и через лет 100 или 50 люди будут ссылаться на него и говорить, что это говорили наши ученые, и не было этому никакого опровержения. Конечно, это останется, это не уйдет. Если не будет видео, где она говорит, что я была не права с точки зрения науки, я была не права с точки зрения вайнахов, я была не права с точки зрения ингушей, я была не права с точки зрения галга, и все, что я сказала, я поспешила, это было проплачено, это было скоропостижное какое-то эмоциональное высказывание от Социоли, тогда это все останется. И они через 50 лет скажут, те, кто вырос, скажут, наш ученый, кандидат исторических наук, наши предки говорили, что и т.д. и т.п. Конечно, останется. Даже там, где я не прав, я буду говорить, что я прав был, наш был. Никогда в жизни это. А что касается вот этого... Когда основа истории заложена на лжи, есть только один выход — продолжать эту ложь. Если остановить эту ложь, то разрушится все. И чтобы было понятно, мама, чтобы было понятно, вот сейчас как Гагиев и их компания, да, которые говорили, Херичунах, Лулхох и Гвац, Нохчишах, Вошх и Гвац, Гюрджичунах, Мастах и Гвац, Бягбори, вот эта тема, вот они сейчас заложили. Есть уже люди, хотя и пичбуй хуша, которые сегодня утверждают, и некоторые блогеры даже высказывались об этом, говорят, как ты думаешь, скажут ли то же самое через 50 лет необразованная молодежь, которая может послушать и сказать, иш нох чебать, иш нях чебу. Конечно, скажут.
И кто им скажет, было ли оправдание? Нет. Изменились они за свои слова? Нет. Посадили их за это? Нет. Сделали что-нибудь с ними? Нет. Сказал кто-нибудь, что они лжецы? Нет. Правильно, более правильный вариант. Или исторически верно и правильно через букву А. Нахчи. Через А. И только в 20 веке уже перешли на О. Нохчи. Правильно, древние диалекты, которые использовалось, всегда говорилось с 7 века Нахчи. В 2009 году или 2010, не помню, Кабардино-Балкария Арсена, Уарсон, Войш, Нохчи Волс. اشتاق نخشي نخشي إلى سوق وصدح الخلوق نخشي يعني ده أسئلة سوق باشي دي مو خير سوق دي سرق ده حاضرين هزونيس شيء لولا عش سوق إن كبرديني صور دي سرق ده هيستوريكوس شاعر ويشترك خاشت هادوش خاشت نوش والد نوش إيش أبو نوش неправильно нахчи правильно оусулар нет правильно нохчи also ich all крисам подошли ба нохчи олсу старик нохчи да абсолютно верно. 4 диалекта, более древних 4 диалекта, самые древние 4 диалекта из 7, а точнее даже больше я тебе скажу. Наверное, кроме 6 диалектов, только один диалект говорит нохчи через О. А остальные идут через А. Самый древний считается ныне кистинский диалект. Он говорит как эта буква изменилась на О? Ну, в 19-20 веке был объединенный плоскостной диалект, Назертовский, Урус-Мартановский, самый считается вот литературный язык. Да? Вот с этим литературным языком через О получилось нохчи, и все. Написал, наверное, первый раз. Ну, Мамакаев, кто у нас в то время были? Мациев, Мамакаев, Ашаев, Халид. Кто у нас были в то время писатели? Вот они переформатировали. А на чем они основывались? Неизвестно. Я, честно сказать, тебе не могу. Это лингвисты должны говорить. Я все-таки у меня направление немножко. Хотя мне и самому интересно, но я точно знаю, что использую. Как слово тукум появилось в 19 веке, и благодаря Мамакаеву вообще у нас. Точно так же, как и слово «войнахи» и слово «нахи» появилось в начале 20 века от Яковлева и Мальсагова. Точно так же появилось вместо АО. Вот в основе своей... И тухом бошел, дольше мне хас тухор, за шокобув талдом, но и вижу, что там ночью ганта дючс уэлеш, а что да, а да галек брисе кого, за дух уэле не рос тухом бошел, даже таком. Нет, я слышал это, но это недостоверно, да, это не наше слово однозначно. Ну, в любом случае созвучно. Ну, ты видишь, в чем проблема? Созвучный ду, не саду. Но у нас, допустим, слово есть река Искярк, есть Искярт, которые первые спустились из Ножки. И оттуда говорят, что появилось название Искери Ошицу. Искярк, Искери Ошицу. Нохчиш. Тюрки переформатировали, назвали его Ичкерия. Чеченское убрали, кумыкское оставили. Об этом написал Саидов Заурбек Керчин, Заурбек Саидов Вори, или наоборот Вориза. Есть такой историк наш, новейшей истории. Он это все четко описал и изложил. То есть это есть уже в литературе. Но до сих пор, валикум ассалам, до сих пор, когда мы говорим про это слово, и я объясняю этим молодым людям, что на самом деле это не Ичкерия, а Искеркию, Искерию, или от 9 первых тейпов, переселившихся из Нашки и
в этой области. Или же от речки Искерк, которая там 18 километров, 20 километров, без разницы. И эта область тоже входила, как говорится, оттуда. Но здесь еще один привел пример. Нахчкелой ошла. Видишь, Нахчкелой, через не Нохчкелой, а именно Нахчкелой. По идее, Келой будем чувствовать, как правильное название, а остальное все, там эти все Халкелы, Нахчкелы, Шамелдик, это все один тейк на самом деле. Келой будет Шабеш. Но эти уже добавили гарныши, веткши, разделить. А так это все Келой. Халкелой, Нахчкелой, все они вместе. Юни, приглашаю поехать домой. Какого числа, когда, день недели, какой хайта, я тебе скажу, смогу ли, не смогу ли с моим графиком. А так с радостью. С тобой, как говорится, готов рубиться до конца бацабиз. Кай? И в Назаре, и в Магаз Боба. Агась. Отключиться от совещания. Ты боян, когда ты ведешь эфир. Я вообще башла на самом он его уже дупан просто вы видели, бается, ударниш, что я и тут, что сырет теж модели, масу кучу голдала, даже дух дайга, уя, камера деченах, дух больше артидом без набуцу, хуман, уя цен сырет теж лук, уя дюйш так мелдик. Шунума, це був шинюа больше, бьёк чунашан был, что колдаш кумаца был больше, как мантру дом повторять те штуку и постоянно даже около венхарцу хакей дошел шнядать. Из-за тикунду абольца. Цан упечи, вы достойно чек дошан дырла дон, цан за эйтер больше в диштасерве. Царь Кез габала бу царь мух воспринимать, да, царь воспринимать, и что идут больше лордует, царь за мой тедр. Ну, вообще, это интересно, что вы можете. Самбо году та на масла та вэллэ швэдэ сучумана но чебасэж нет чиш больше там элшина инаха там набола це битен болурта вэлэ оман биси автоматически чекатич Энчеби стона аж прекращение алария а итальянцаны есть имел ночи и шадеги в итоге из центра что алгецу. Так неужели наш цакиет غلط если я даже 10 лет назад соврал, то я все равно буду стоять на этой лжи, потому что я ингуш пош. Камел что читать еще цумне. Вот мне что интересует, это еще до. Цумне я цепу еще, ну тогунку цумне я шум цепу эл. Это полица. Вопрос что ой видишь ты огом докудал даже твои самое бил оскорбление ича даже модушин хуйга санажок я улицу хрятер шо с Богу, потому что вы наговорили намного больше, чем возможно мы его штатно и штатно гордук и аж инзари о даже догде на дочке портон он ждицен о даже шундурал эхан акция вот исходя из этой статистики да все равно там он ойлцы уж неужели и так Приятен Богума, интеллект Богума, сунца доверять, я сунца уйля масса худшу. Тярин магасу один до камел из-за реакции с вашей стороны дисмодистей он дон. Но в команд на карту мэри цигадон, юче карту мэри. Вот из-за замечается, что так аж дуть, что я заметил дона, это алла, что я здесь, директ что.
Telegram чуах. Уэцагам ду уэцавежри ду иша тудо что он борсакам алду директ чуама саметяду. Но и камел динчул от него не следует никаких действий. Чинах сацуритна, анонимные паблики, цандуал забуал балитна. От них никаких действий. Я понимаю, что дикник алер дикду цаши пояс, но и дикник алер от этого же ничего не меняется. Это до диабеша инах больше мы и бьем жёстко. И вот как он шудишь. Самел битом был шудишку. Цацбешен бюджемахка боудмет кечошпу. Цацбешен Европа боудмет кечошпу шунья аж беш бютсто. Так te hukul diyeshdu şu sam dol. Te hudal diyeshdu tagare şu halgit inах соуту. Вот что te hukul diyeshdu. Например, босс. Если я сегодня, к примеру, босс, представим такую ситуацию, я сегодня включил камеру на своем телефоне, записал такое видео с обращением к нашему мехтра Рамзану Ахматовичу, да, Алшвелюс, и говорю ему, представьте такую картину. Рамзаныч, суна иши район юг-езер. Со нокчи мех уахар боусо нокчу усо тейпан сонтро усо эзнаха уэ вежри дацбо эзнаха уэ история яцбо ца уэ ца адацбо. Цар ибар элла цар идуч до элла сатага это шорт бух бархан. Элла обращение, что так получается, ингуши будут говорить то, что я разужу фитнус, то питан даже грута. Когда я даже об этом заикнулся, то уже заочно варпитандешу я в комментариях смотрел. Это так же не получается. Ца аурдейство, то, что аурдейство, то, что справедливость по еще пока, если вы не хотите, чтобы мы заявили, что хотим вернуть эти два района, успокойте своих по-братски. Это так, я им дали вещи, я сейчас не угрожаю, просто я не хочу, чтобы мои два района были в составе республики, которые не считают меня за брата и говорят то, что я незаконорожденный Мадардич. Это ж, как мы был плохом, или сопушка. Дела Богом не изду цанавор. Но и инсан душарду элихенза цардисан долги харцонов. На самом деле царица... Биса моин душарду шурель. Да, он хорошо. Царь تعي ويت تعي الله تعالى وأنا في خان يحيى там через 100, 200, 300 лет идут царь تعي إنه قديش مش خرقوا شلير وجهه شلير دوي تعوم داس حري داس دوي Яц Яковлев Шейчаню Падицин Долхум Тёх Яковлев записатель еще в 20 веке, начало 20 века, Аязиндал, Яковлев, Аязиндал, Дешниша, вот они решили между собой это слово убрать и перекинули на чеченцев. Кюпчелк Шишовар. А Кюпчелк, кто такой Кюпчелк, записано у Яковлевов, так называли богатые ингуши бедных, или бедные богатых, Аязиндус. Чеченцы там вообще не упоминаются. Вот сейчас они взяли, перекинули. И сейчас каждый второй, который пытается сразу оскорбить чеченцев, что они говорят? Купчельг, Нохчельг и Купчельг. А когда Далгеш Туэцун, Амбах Пурбамалой, был такой деятель, Мансур Старый-Бош, больной человек, когда он начал говорить то же самое, но оскорбляя ингушей со словом «г», им не понравилось это, они поехали на разборки к нему. Вот он говорит, я нормально нахца бьются, спитан дящешь бьются. И несмотря на это, они поехали к нему заставить его извиниться, сказать, что он был неправ. То есть Кюпчель говорить можно, Нохчель говорить можно, а там Ингушель говорить нельзя. Так получается. Если мы будем это все терпеть. Доколе. Мы будем это все терпеть. Ну, во-первых, Заур, мы... Испытывать наши нервы на прочность или Заур, нас пытаются проверить, или что Заур, происходит. давай скажем так. Как раз таки мы, которые сегодня это обсуждаем, этого не терпим.
А терпилами являются те, которые считают это нормальным делом. Мы как раз таки против этого, поэтому сегодня и ты, и я тратим здоровье, нервы, ресурсы и говорим об этом, доносим до людей, говорим, Да, ладно, то, что стал. Ты сказал, да. Ну, когда я тоже самое спрашиваю, вот наш сектор, получить инстанс будет диар. Аж وين ويورتن ويتايفون هربوطة ويصير عدد في حش عضلًا أنا إنت تودينا بدي يسوي كويس بدي يسوي مش كان ودي عند بيت يغلط بان وعطا دوتر عطعي بصوت بو يغلط بان ليه بدنا وجهي ولا يتعطوا يمصر والبصجر وال Eilandolkar, Monteatr, Hangayacha, Mahirdi, Bit, Duka, Bat, Kesga, Butea, Kardu, Shuna, Adini, Ole, Yoga, take good hot. Wow, usually, wow, Я абсолютно... Абсолютно. Я просто спросил. Как так? А вот здесь Харбол. Я садусь. Я так скажу тебе. Заур, не нужно идти туда. Просто нужна гражданская консолидация. Допустим, примерно я поясню, ученые должны полностью во весь рост заявить и сказать: слушайте, вы, научная называемая интеллигенция, вы не фонарели то, что ваши какие-то недоучи высказываются такое-то о наших тейпах. Без разницы, какой бы тейп это ни был. Закройте пасть своим неучам и так далее и тому подобное. Духовенство должны на своем уровне сказать, вы это прекратите или нет. Почему-то у нас всегда должен что-то, если и делать, это должен делать глава региона, председатель правительства, парламент. А гражданское общество у нас все, кайфует. Зато мы на пятачках собираясь, из-за мой айдол решить до дьештер, из-за мой айдол решить. Айдолу моду решить, если ты даже собравшись элементарно в историческом паблике не можешь высказать свое мнение. Мое мнение такое: не суйте свой грязный, поганый нос и рот в наши дела. Не пересекайте границу нашего региона. Если вам это не нравится, если вам не нравится, как мы вас разоблачаем, тогда будьте любезны. Прекратите вот эти провокации. Не надо мне делать насихат до цамюсун. В первую очередь насихат до босс вышбу. Мне приходят именно наши. 30 лет прошло, собор дать это нахер. 30-70 лет прошло, собор дать нахер. Да. دي سياسة антипеченский паблик шлюсер, короче, سياسات чего листанишь, я смотрю, что самого мало, что он ходил في هرسون زن مصمت عوق تيش عقوبة سلام سلام بسلام زور البوس عوق تيش هاتي وقتي هذا. Делаться Алона с Доцигом. Ой. Вот тут один момент был. Как-то тебе написал, ты зачитал его, там, Галачу, Язин, Щити, Тейпа, Тукам, Эша, Нохчи, Волкша. Вот ты помнишь это, да? Да. Это потом они опровергли, сказали, что это продавшийся ингуш, уехавший в Европу. И Язин, Ну, они могут все что угодно говорить, это пусть они говорят, но сам факт, что вот этот вот уже человек такое сказал, да, один,
может быть, появятся и другие, которые Но осознают. он не один, он многие начали уже так говорить. Вот видишь, вот эти вот люди, они начнут понимать, что и харсу, и хую, и там, Аиса, вот сейчас тебя нету в эфире, да? Допустим, мне многие орспы начали выходить на связь после того, как я зачитал вот эту книгу. Вот эту книгу со всеми документами. Здесь есть определенные моменты. Эта книга называется «Народ и земля. Горная Чечня. Начало 20 века в трудах современников». Книга для моей работы, она просто великолепная книга. Для моей работы. То есть это по границам, по землям. Почему? Я даже как-то это не рассчитывал, но здесь в этой книге есть пофамильные земельные списки, то есть те, кто переселился, допустим, на Остроевские земли. Как остроевцев оттуда прогнали, царская Россия, после победы над ним, и кого туда заселяли. И здесь очень интересные моменты, кто просил за эти земли, и как они получили ее в аренду. В аренду, временное пользование. А эти люди сегодня не те, которые были прогнаны оттуда, а те, которые арендовали. С пеной у рта утверждают, что это они основали эти села, и что они исконно их села. Ну, смотри, Башлам, что из этого получилось? Вот давай к тому, что ты сейчас сказал, я вот свое мнение скажу. Вот эти люди, да, вот когда я это самое... Раньше я переживал за них очень сильно, когда там произошло вот в пригородном районе, что и пришлось людям уйти оттуда. Без разницы. Но до сих пор, я и до сих пор переживаю за это. Нет, я хочу о другом сказать. Вот я переживал, что они потеряли, видишь, свои дома, свои земли и так далее. Вот, но когда они начали претендовать на то, что они не имеют никакого права, то есть на наши земли, у меня появилось такое сомнение, может быть, это такие же их земли, как и наши, которые они пытаются присвоить. Они взяли в аренду, они захватили эти территории, которые были отбиты у нас. И что получилось со временем? Они их потеряли. У них их нет сегодня, что бы они ни говорили. Вот этот расчет же он происходит. Самое интересное, да, бедному Богу. А потом и те, кто был, как они поступили, это пусть будет на их совести. محتاج العبح يرعاخوش وفدر سار ملش الدحل بال Что ты сейчас занимаешься, ты следующему эфиру. Вопрос заключается вот в чем. Должна ли быть любовь и братство, любовь имеется в виду человеческие взаимоотношения, а не в том прямом смысле, как некоторые там подумают. Должна ли любовь или братские отношения зыждется на том, что на лжи? То есть нужно ли терпеть ложь ради мнимого братства? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если же нужно молчать, если даже врут и обманывают ради братства, то как поступать?
и где можно применять хадис, сказанный нашим любимым пророком, саллаллаху алейхи вассалам, который говорит: тот, кто врет, он не из моей уммы. Можно ли врать ради сохранения братства? Опять же, построенном на лжи. Я вот эти философские, это реально философские вопросы, потому что для меня слишком сложно. С одной стороны, у меня иногда возникает эта дилемма в голове, когда начинают люди приходить, или те люди, которые являются алимами, начинают говорить: вот вы занимаетесь между братьями фитна и так далее и тому подобное. Не буду называть их имена, но эти люди иногда начинают у тебя внутри сохар цут ешволь. Ну вот сегодня я начал эфир с того, что люди занимаются подстрекательством, люди начинают говорить, и они говорят: никто не знает, кроме нас, ингушей, пофамильно свои башни. Я взял просто-напросто, зашел 10-15 страниц, пролистал, даже не весь каталог, нашел 15 имен. Фамилий быть не может, потому что более древние названия в то время, в 17 веке, у нас фамилий и не было. Фамилий нет, можно назвать имена. Но поскольку они построили только в 19 веке, основано, потому что то, что говорит Танзила, оно относится к 19 веку. Фамилии пришли в 19 веке. Я назвал 10-11 имен. Опять же, вот сейчас здесь есть Айса. Айса, а фамилию? Таштамиров Айсау. Я знаю еще одного Ахмадова. Кирдит Яхинах Бухош. Бечберзит Яхинах Бухош. От Кирди Банша вышел Таштамиров, допустим, если пофамильно называть. И точно так же вышли Ахмадовы, вышли там примерно Умаровы. Айса, может, их и знает даже всех. И все они вышли от Кирди Банчу. Потому что от одного праотца появились, размножились. Они соврали, они наклеветали, и они показали недостоверную информацию. И меня люди спрашивают: Башлам, что воинцаха, вой баншалят сумма, воинцабоз, вой дейшес, баншва, иншпеш, вой историяти, вой мархалияти, вой цадич, хадуй цадуй, вой бейшанцаш, не смотрят, вой чар, сояхиво, подначивать его, вой иштач. Они говорят: почему никто не отвечает? Ну, ладно ученые, ладно академики, им некогда, они большие люди. Но ты-то, в принципе, свободный человек, да? Почему ты не расскажешь? Я говорю: хорошо, давайте. Я терпел, ждал пока один, другой, 10. Но когда уже 15-20 роликов присылают тебе, и тебя задевают, говорят, получается, или я не должен использовать свои знания, которые у меня есть непосредственно в этом вопросе. И зачем я учился, если я не могу это рассказать своим братьям и сестрам, которые проживают по всему миру. И сказать им: слушайте, господа хорошие, начиная от Харачоя и заканчивая Дарьяльским ущельем, башенные комплексы наши, чеченские, строили Нохчи. Из различных типов. Майстуа Халиль Иш, Мелхи Халиль Иш, Ируа Халиль Иш. 26 официальных фамилий у нас есть, которые были одними из самых лучших мастеров, которые строили башенные комплексы. Башни, замковые комплексы, которые были у нас 4 видов. Да, 4-6, пускай даже будет. Хотя там оборонительные, сигнальные, боевые, они имели некоторые функции, двойные функции имели. Жилые, полубоевые. Вот смотри, тебе Ингуш отправил сообщение о том, что он является чеченцем из Тухума. Он же тебе это отправил. Он же не кому-то отправил. Он же к тебе пришел. И не он один. Так. Значит, твои усилия, твоя работа, то, что ты делаешь, это же не напрасно. Понимаешь? Где, может, ты мне скажешь, где еще один ингуш вот такой жест, такое слово сказал? Я тебе скажу, это не последний. Я хотел то, что он тебе говорил, несколько раз я пытался об этом сказать, но я сдержался, не знаю почему. Видишь, да, видишь, он пришел, сказал. Поэтому
То, что ты делаешь, говоришь, это не напрасный труд. Это результат, он налицо. И неизвестно, что будет завтра, понимаешь? Вот я думаю, что и на лжи вообще ничего нельзя построить. Вообще, ни по шариату, ни по каким другим канонам. Я знаю одно, Айса, честно тебе скажу. Валлахи, еще раз повторюсь. Бывают люди, которые хотят, допустим, если у меня презрение, если у меня ненависть, я хочу вот уничтожить их физически, да, уничтожить вообще, чтобы не было с ничего. У меня никогда по отношению ни к кому народу, тем более к части своего народа, у меня не было такого. Я лишь говорю только об одном. Я признаю, что после 17 века мы стали абсолютно двумя отдельными сегодня народами. По крайней мере, этносом. Потому что, как говорит Хасан Бакаев, за 250 лет очень много чего изменилось. Я признаю, что есть Республика Ингушетия, есть парламент, правительство и все их структуры государства. Валлахи, биллахи, таллахи, я еще раз, я признаю, если у них будет даже все золотое, я буду только рад. Альхамдулилlah, что есть у них. Нет у меня, вот без казартов нет у меня ни зависти, ни ненависти к этим людям. И я когда задаю людям, которые заходят, говорят, вот ты занимаешься провокациями, ты оскорбляешь ингушей, или ты оскорбляешь там кумыков и всех остальных, там сюли оскорбляешь, это оскорбляешь. Ну, мало ли кто приходит. Я говорю, покажи. Ладно, сюли, кумки уберем, это не наша кровь. Наша кровь это валы, да? Я говорю, покажи. Во-первых, показать нечего. Во-вторых, он говорит, вот эту статью. Я много раз вам рассказывал в этой статье. И знаете, что в этой статье написано? В этой статье написано, что галгы, это бирже в основном, там пишут и некоторые другие ученые, говорят, и галгы, и ногчи, что это все одно. Они чеченцы, сейчас ногчи будут разговаривать. И он мне говорит, меня это оскорбляет. Его не оскорбляет, что дендиачу, его не оскорбляет, что нандиачу, его не оскорбляет, что я говорю этого народа и так. Его, понимаешь, потому что этого нет, у меня этого нигде нет и не будет этого. Его оскорбляет то, что, первое, я опровергаю ложь, второе, то, что я говорю, мы один народ, и третье, по сути, придраться-то ко мне не к чему. Как таково, что я говорю? Я их проклинаю? Нет. Я их люблю? Да. Ценю? Да. Все у нас одно, я говорю. Ой, цаду нету у нас. Ну, просто-напросто я говорю, сегодня, если вы говорите, мы разные. Окей. Я клянусь, что в вашу сторону, мы и не смотрели никогда в вашу сторону. Может быть, вот в этом и была ошибка. Потому что я зачитываю документ 91 года, эти псидавцы описывают момент 1908-16 года. Они описывают в начале 20 века, что у них идут проблемы по землям. Началось это в 1908 году. Сейчас, в 2028 году, пройдет 220 лет, а ВОЗ и ныне там. У них не только пастбище забрали, им не дают кешники, чтобы похоронить такого же мусульманина, брата по крови, ногчи, давалла целок сердца. Даладел хадахкан церкви, кешники, лат. Вот у меня это никак, вот ты меня убей, но в голове у меня это никак не помещается. Я не могу понять этого. Почему ко мне вы применяете весь шариат? Такфирите, мушрики, кафирш, мафирш, шпафирш, Америка, алдаиф, вот вы ФСБшные блогеры, вы работаете на власти, вы шум садите. А когда, вот момент, самый простой момент, верните людям, отдайте землю под кладбище, чтобы человек мог похоронить. Там нету золота, там нету нефти, чтобы человек мог похоронить своего умершего. И отдать, с какой религией, какими законами, чем нужно руководствоваться, чтобы отказать это? С учетом того, что в этом псидахе эти ногчи живут 400 лет. Первый поселенец поселился 400 лет тому назад туда. Когда не было вокруг вообще никаких ингушей не было, никого, ни осхоевцев там не было даже.
Они заселились там вместе с черкесами, кабардинцами. Вот в чем проблема. И Уарсхой еще в 91 году из Малгобека, потому что в то время Уарсхой были Уарсхой, там не было такого засилия, не было переселения. Уарсхо Салигов пишет, Салигов, верите ему фамилия? Свободял? Пишет Сахалек. Лечи Салигов, Уарсхо написал в 91 году. Он говорит, молили харцу, дель юазгурушун, ногчиш массухеншун улляхил бушун, кирч душун, карч душун, молил децас харцу. Сам Уарсхо чубах. Другой Уарсхо, ока бичаулис. Ты что его, избах, кока гандалой, он тоже оттуда, тигр гандалой, он тоже говорит, то есть в 91 году еще уарсхоевцы говорят, молили царь, харцу, дало царь, дало, дюрште куду, цига, давай шуду, бежниш даже лахтар царь дюрш, доздиш, они стоит в этом. И цадели, ладно, хадахки, датики, сатики, отбити ногчи, чуахшей, проблем, шу, дудаеве, надайсай, ой, там, свои движения оставили двелкю. Хорошо. Сейчас 21-й. В 18 году опять паника поднимается. Датует, сатует. А двил кюртерниша, они всегда хузахшей ногчи команцу. Они не меняют фамилии. Тягают фамилии Чертоев, Алироев, Каттоев, Мулквай, Букваттой. И все эти фамилии Гендергноев, Энгиноев. Ша беша ногчи фамилии шуце. Шей тойпнаша хаэс фамилии штехкинца. И никогда не меняли все время леч, ту, шесть, шент, одала, юхцабош, хабош. Они никогда не оставляли свой народ. Хартуан бячхена хамял вэлик, шей чуик меттик бала баца, дателяцаца. Капяк эпозаца яцаца. Но, бах, получилось так, что сейчас это закончил, 18-й год движения. Евкуров дает землю, Евкуров уходит, забирает техники артаяхкан. Ничаду и бусул. Сун такфир докчена, со анафими подвергать вашхена, с юхючхена, с истории, с кидик асу алилуштик дючхена, со унигу. Бин цадиквацо, ада цадиквацо. А эш лилуштик, ер састеш, вот 10 тысяч, вежришан, хеза голгашан, царь дадилла дюл кюртер, нех кешник ярт лат, царь мет хватина коу. Дал си дуал ал. Иди цар, воля дацар. И аздючнал хари, дик дацари. Почему ногчу чурис дауанг ант? 50, подстав, 50, 60 подставки дауана. Междик чур, вартнаш те докчул, и подставчися. Ингушетя, мелдол, междик чулан, дайсли, шуй, вой вежрал чадяш, вой вежрал чадяш. Ноль. Ни один паблик, ни один те, которые гадости пишут, называют так ногчелги, кюпчелги, не говорят про этого парня. Как будто он ничего не делал. Как будто это нормально. Хака-цака. А он там текст язош, критик дяж дел, дясарен, бошли, шуй, бартхали. Ну, и мадуас бошник. Когда ты так относишься, тебя никто не поднимает. Тебя никто о тебе не говорит и не рассуждает. И тут вопрос даже не в том, кто это делает? Соседи справа, соседи слева. Можно то же самое сказать и про ситуацию с Дагестаном. Разве там нет проблем? Есть. И эта проблема длится 80-90 лет, как минимум. А разве нету этой проблемы с некоторыми националистическими высказываниями, так сказать, восточной, более, да, прикаспийской, Хасавюртовском районе? Есть. Некоторые начали рассказывать и писать, карты делать. Показывать у нас великая вот Кумыкия, и они, земли, там и Грозный входит, там это, говорят, все наше. Мы никогда не должны об этом забывать. И опять же, я не говорю, что все такие. Нет, ни в коем случае. Я не говорю, и что там, но
Если у вас есть такие люди, которые это говорят, вы не должны смотреть на меня, который это опровергает и говорит, это все неправда. Изначально займитесь своими людьми, пойдите, скажите, рот закрой свой, да? Мы знаем, кто у нас своя земля, оставь чеченцев в покое. Мы, кумыки, всегда хорошо жили, соседи туда-сюда, есть и замужество брали, у нас все братство, мусульманство. Закрой свой рот, закройте своего, и не будет об этом никто говорить. Не придет чеченцу в голову вообще это все. Скажут, хорошие братья от соседей. Никогда про нас плохое не говорят, и мы про них плохое не говорим. Они на нас не нападают, и мы на них не нападаем. Все. Никто не будет это обсуждать, никому дела не будет. Все будут заниматься историей, заниматься своими делами. Но когда вы поливаете парашей, вы говорите, вы нам должны за 200 лет якобы наши, как их называли, блин, шихмурзы, да? Не шихмурзы, как их? Шамхалы. Нашим шамхалам за 200 лет вы должны заплатить. Тогда никаких проблем. Да те сидят там, красный горшок и любители ломать чужие надгробные плиты. Он говорит, до Аргуна, вплоть до Аргуна это все. Они пишут книги, рисуют карты, говорят, это великая авария была. Чечен, Аул, Аргун, все. То есть все, что находится правую руку Аргуна, говорит, это все было наше. Вплоть до Шатоя, все горы. Они не один человек это заявляет. Это человек, который пишет книги. Это человек, который поддерживает айтбиров. Это человек, который поддерживает ну ладно, не будем называть чиновников, да? И они заявили, что у нас там в Аргунском ущелье, Дёре 1 и Дёре 2 есть такие башенные комплексы. В Итум-Калинском они говорят, это наши. Аварские наши. Они уже второй давно введено, это все, они уже добрались до Итум-Кали и выкладывают. Мы да, они рано или поздно, если экономически, физически, политически, если они станут крепче в своем регионе, они обязательно сделают претензии. Поверьте, сделают. И они сделают. Те сделают. И эти сделают. И если у нас будет проливаться кровь, они будут первые. Я не говорю конкретно они, а вообще говорю, они будут первые, кто будет радоваться этому. Чем меньше чеченцев, чем меньше у них единства, чем меньше они будут изучать свою историю, культуру, традиции, тем проще ее сделать все меньше и меньше, и в конце концов раскидать. Они сегодня сидят, уже обсуждают это. А разве не обсуждают? Иншаллах, у них будет еще одна война, старики так говорили, когда всех убьют, и мы встретим землю, поделим Бог. Это, знаете, осматривать. Что вы ждете? Ладно. Своих, и там несколько человек, это не все там туда-сюда. Да, давно уже пришло несколько. Нет, если бы их не поддерживали, поддержки оказали, они бы их каналы вести, они не существовали бы в таком формате, так сказать. Да, это, знаешь, вот ты правильно говоришь, но это, у этого есть обратная сторона. Госцена тем людям, да, которые не могут отстоять свое без чьей-либо поддержки. Если кто-то финансирует, если им нужен какой-то Артем, какой-то Мартем. Зовут, грош цена. Артем как минимум богатырь, он как минимум, да, он Кавказян, а зовут Кавказян. И мы своими силами справляемся. Мы своими силами справляемся, зовут. И что там? Артем, он апостол, вешко, на хуй, щикопек, маш, батуне.
dēļ jau atdosim dēļ varam nobat. Знаете, что несколько, например, цыгата историкола хэштег дюч. Хэштег дюч в истории хэштег распространять. Что поддержки, сукома на столбезе цехилич информация, а еще же реакция историк. Ну да, это да, это да. Это гражданская активность. То, что мы сейчас знаем, это тоже на руку. Швейцария, им нужна реклама, чтобы их хотя бы узнали, ага. نصر دعوا البيض فورت مطوخ البيت سون ديار مش ديار مش بو Именно иду. слон мозг уклон помнишь? Да, освободиться, освободить. Заур. Заур, так сун. Мне силы придает, что я совсем без драки могу попасть в большие забияки. Заур, козел. Заур. Так, по идее, они не должны меня ненавидеть. Они должны меня любить. Так ли? Нет. Им нужен спарринг-партнер. Ты не понимаешь, Башлам, ты именно для этого они тебя и кусают постоянно. Им нужен кто-то, с кем бы они могли бы себя проявить. والله حقائق لقوات الشوية تاع سبارينغ بارتنر خل حوط عصا Сам кот баги оттолбейся, он рисан يهمنا сдвич وين نحكي هم برجع شوي مرة لا هيستوري كولتور فولكلور وقت كده وين برجع وين دير شوارع وين ما دوتش وين عليه شيء شيء مدو شيء ما بدو شيء كولتور هي شيء هو جديد وين جديد وين أنا وسط ويش وين كويت وما وقت ما ده تعرف الوقت وين أقوى ويش بينا وين أقوى ما تقصدين ما قديش وين البيل ده ويو تحصلوا أشخاص Заур, Заур, освободилась. Заур, освободилась. Instagram хан дайол шуса трафик дайалла. Instagram отбирать всех, везриш касарик салам дела. Telegram, чуа YouTube, чуа сажималс продолжить ирю. Instagram, чуа мелбу ладуш почек. Уважаемые друзья, подписчики, огромная благодарность вам за то, что сегодня прослушали наш эфир, за то, что, несмотря на то, что позднее время, огромная благодарность тем моим братьям, сестрам, кто поддержал наш канал, поддержал, задонатил, поддержал своими высказываниями, своими комментариями, своими лайками. Огромное всем спасибо. И, как всегда, фирменное мое, когда я не забываю, конечно, в основном я всегда забываю, если Ибраим меня не напоминает, я прошу ради Всевышнего Аллаха, простите, если каким-то образом я вас обидел или задел. Я ни в коем случае не оскорблял и не задевал, и не думал ни народы, ни тейпы, ни тукумы, ни шахары, никого не обижать, не задевать. Просто-напросто мы отвечаем лжи и клевете, которая непосредственно идет против нашего народа. И рассказываю историю такая, какая она есть, так, как ее мы видим. За все это, за то, что помогаете книгами, картами, всем для нашего народа. Так что особенно большая благодарность, которую непосредственно на родном языке я скажу. Прошу прощения. Дересхил, Изри, Вежри, Гона, Осталдин, Чуна, Булдиснег, Эзершка, Саудолит. Мой дальше эфир у нас будет идти в Ютубе и в Телеграме. Тот, кто захочет продолжить слушать, вы можете перейти или на Ютуб, или на Телеграм наш канал. Да. И, возможно, завтра тоже будет эфир. Если завтра вдруг не будет эфира, наша любимая
площадках. Ожидайте Диба, следующий эфир в Гиша, пятницу. Деха, Сархоми, Через Нохчик, субботу Амдар, следующий, да, Эхтубал, Аллах. Мы Адикюэль, Маш, Ойл. интересно еще Завтра да, у нас я осталось скоро постараюсь новости, провести подкаст эфир. трехчасовой вместе с И, археологами. возможно, завтра мы провели тоже с подкаст вами встретимся. на Новчик Фильмс и ознакомиться. Адикюэль, Маш, Ойл, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Всем, кто хочет дальше слушать эфир, проходите в YouTube или в Telegram. Адикюэль, Маш, Ойл, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Итак, все. В Инстаграме нас больше нету. Продолжаем, как говорится, в Телеграме. Вот смотри, давай это самое, я вот свое мнение выскажу по поводу наших бесед, да, вот наши беседы. Мы же можем пофантазировать, да, не по конкретной ситуации, а просто... Ну, гипотетические вещи. Фантазировать мы не будем, гипотетические вещи. Да, вот, мы можем предполагать. Вот смотри, то, что касается, вот то, что тебя оскорбляют, там, родители твоих оскорбляют, Аллагеш, Волчина. Вот смотри, что говорит мусульманская религия. Если человека незаслуженно кто-то оскорбил или что-то сказал, ты имеешь право ему отомстить за это. Но если ты проявишь терпение и не ответишь ему ни делом, ни словом, то в этом случае Аллах сам за тебя мстит. Вот есть вот этот механизм, он работает. Он реально работает. Вот это один момент. Второй момент, вот то, что они, чтобы проявиться, чтобы как-то о себе заявить, в любой сфере они цепляются за нас. Вот для нас это, конечно, мы же не обращаем на это внимания, ну, как-то нам неудобно, мы же не занимаемся самолюбованием, да, то есть если это приходится в жизни, то мы своими действиями подтверждаем, да, вот, свои качества какие-то. Вот мы буквально, пусть будет это, скажем так, вот на мировую сцену мы вышли буквально 30 лет назад как народ, как этнос, да, о нас узнали, хотя нас пытались истребить, хотя нас пытались не просто истребить, а сделать так, что нас вообще не существовало на земле как народа, то есть уничтожив историю и все прочее. Вот, поэтому, может быть, наш народ, я думаю, мы гипотетически, да, он огромный вклад внес в мировое развитие, скажем так. Это еще придет время, люди, наверное, осмыслят и дадут этому оценку. Я имею в виду прошлые века, да, наших предков далеких и близких. Поэтому и я думаю, мы можем что-то принести в этот мир, что-то хорошее, новое, да. И в этом случае, наверное, всем остальным, как бы это правильно сказать, им, наверное, стоило бы принять для себя решение, да, оставаться на стороне или быть вместе с нами, да, то есть в этом обозе. Вот о чем я хотел сказать. Понял. Принять активное участие, да? Конечно. Вот поэтому мы, понимаешь, сильный человек не может вести себя недостойно, да, неблагородно, то есть вести себя как-то, ну, как скажем, как челядь, да, как чернь, условно говоря, да, то есть выражаясь этим языком. Вот, поэтому опускаться до вот ихних вот этих вот вещей мы не будем. Мы должны заниматься собой и не обращать внимания. Да, там, где надо, мы скажем, и где надо будет, мы и сделаем. Это история нашей жизни, она показывала. А то, что на нас как-то поступала несправедливость, вернее, этот мир поступал несправедливо с нами всю историю. Ну, что делать? Придется с этим жить, мы же не будем как-то
скулить от этого, да, мы, наверное, должны стойко переносить все Мы невзгоды. никогда не скулили, по сути, да? Да, я и говорю, и мы и сейчас не должны, то есть подобным образом себя вести, мы будем отвечать ударом на удар, да, судьбы, скажем так, если это придется. Поэтому вот такое у меня мнение, да, то есть о тех людях, о тех ученых, о тех соседях, которые не знают, кто они сами и кто мы. Понимаешь? Шаш милыш буцахацан, вы милыш буцахацан. Учат нас жизни бая. А? Учат нас жизни бая, сами не знают. Да, это самое, поэтому вот эти вот вещи, вот, сегодня, смотри, вот если так разобраться, примерно от нас отсоединилась какая-то часть народа, да, вот. Они же, отсоединившись, они свой статус, свое положение же, они же, наоборот, уменьшили, чем они его подняли, да, какие-то выгоды финансовые или там карьерные они получили, но в основном люди же, они что? Ты должен создать свою историю, ты должен создать свою культуру, ты должен создать себе имя. Этого нету, возможностей нету, таланта нету. Что есть? Можно украсть у соседей, да, у одних там землю кусок, у других, я не знаю, могилы, у третьих, я не знаю, это самое, ковры и так далее. Поэтому вот но это тоже не вариант, знаешь, долго этим пользоваться тоже не получится. Ну, раз украл, два украл, третий раз уже тебе никто не даст, по башке настучит, правильно? Это естественный процесс, это и будет происходить. И понимаешь, Олуш там баса доклозин, да. Согласен с тобой, согласен. Не без этого, конечно. Но мы же такие оптимисты, будем всегда надеяться на лучшее. Ну, да. Мы оптимисты, надо быть оптимистом для себя. Ну так-то оно так зовут. Важно. Это лиса 50 воркцик шлирш и губо шорцу. Короче, я он не заехал в Осетию, кажется, да? Я не знаю, я за братство, чтобы между нами было бы, я так и не понял, типа против кого? Он в Осетию не заехал, везде тур по Северному Кавказу ему говорится. И потом начал обращение делать, там, обращение Ирцу, я желаю всем благополучия, Карачаеву, Черкесии, балкарцам, мядин, кабардинцам, дагестанцам, чеченцам, ингуша больше, и гумшдийцам, и осетинов тоже не упомянул. И та провокация, Ирцу либо чекинцы. Он забыл, и он сюда заявлять от нас. Он их не упомянул. Потом я написала Лилошек провокацию. И куда Лилошек? Я написал по Северному Кавказу у тебя тур по Северному Кавказу, Северный Кавказ, мою Осетию. Аша Додя Шварбо Бусал Пшнахам. Вернее, Иватер вместо него там один писал. Он молился за мусульман. Я говорю, в Северной Осетии тоже есть мусульмане. Конечно, есть, немало. Почему нельзя было весь Северный Кавказ перечислить? Зачем надо было оттуда выкидывать Осетию? Ну, это неправильно. А почему это неправильно вообще? Действительно, он прав, он за мусульман как бы молился. А почему тогда исключают мусульман Северной Осетии, Анзор? А что, они не мусульмане? Они не мусульмане, что другой Аллах? Или у других? Она же как республика, христианская республика. Да причем тут он мог сказать, а разве уважения к мусульманам Осетии нету, что ли? С каких пор мы регионально дружим с мусульманами? И зачем объявлять тур по Северной Осетии, по Северному Кавказу? Надо объявить Северный Кавказ, я объезжаю, минуя, не включая Осетию. Я весь Северный Кавказ объезжаю больше. А провокация,
Главное, чтобы велосипед в Чечне не нашли. Вот это главное. Нет, проблема есть. Сюрхач, я осетиншина, то, что если мусульманин там не помолился за них, у них не будет. Да никто нет, помолился на дате, Бошик. Никто за них не молился. Анзор, Просто процветание всем больше, и он был чурий. Есть, допустим, политкорректность, да? Живут там мусульмане, примерно, возьмем их, это не один человек, а 1000 живут там мусульмане. 1000 человек. И то она цега инца, примерно. И они говорят, слушайте, братья мусульмане, мы же братья мусульмане, да. А вот мы живем в Осетии, мы относимся к осетинам. Точно так же наши мухаджиры живут с вашими мухаджирами в Турции, они мусульмане, все, без исключения. Неужели мы не заслуживали этих слов? Я забыл? В любом случае, да, забыл, не понял, не догадался. Там не знал. Может быть. Тогда не нужно заниматься политикой. Политикой не надо заниматься. Анзор, грузинам женщин предлагать можно, ингушек? Их благословлять можно Аллаху, это больше того, что все можно говорить. А Осетию и Северную Кавказ в тур включить нельзя, как это, из-за них нельзя доброе слово сказать. Еще тут один момент. Осетины принимали участие в имамате, они были в имамате, они совершили хиджру, они ушли, это они одни из лучших и первых из нас, если так разобраться. Да, единственное, прием причин, что это галашани осетины указа постук тяга. Чермения, так называется пост, а если он урдук, ну там все равно царщаш от поста именно легче, от айдлу шейн ненависть вызывать указали. Масумет Ямаду из Калмыцкий постяду, Кабардинский постяду, Масумет Ямаду из Дагестанский постяду. Это ли и люди, частные люди, частные общественные люди, это не одно и то же, это надо же разделять. Власть, она везде одинаковая. Я не знаю, честно сказать. По мне, это дело этого человека, но если он говорит, я от чеченцев, если он сказал, то он не прав. Если он свое личное мнение высказывает, если يغوق تعجم لق دولة إز إشتونسا الله كدك بوكس لق دولة إز لق رجالتون بيحكي بالربون on قدر عاد أستين شونسا هاينا عيالتون البارت واتر بوكونسا كام جوست كون دالشة что бы ты ни говорил, даже бить спелер даже Оли, все равно это будет провокация Мадардич. Явная провокация, это будет провокация, согласен. По пути в Осетию, может, его там перехватили, обработали. Да, совершенно верно. Первую историю перехватить кафе веган, рестораны веган. Ну, я вообще не это я вообще думаю, что изначально его поход он был спонсирован кое-кем. Дальше. Из-за низ Бог может быть для этой провокации именно. Это знаешь, это как манипуляция. Прямо хатса Бог, прямо действуешь именно с ингушской стороны, а просто заплатить кое-кому, чтобы этот человек вот сделал вот так вот всяк, и чтобы те подумали, вот смотрите, ногчи, выиграли, суммация, это типа ногчи против нас не любят, когда больше. Цер уэл холели, это многогодович каламекис. Йолу шухшон, уэйкел итпеш, ну, саму. Да уж. Это проблема, если он не упомянул Осетию, какая проблема? Он просто промолчал и все. Что в этом такого? Если он говорит... Анзор, он говорит, это тур по Северному Кавказу. Я объезжаю все республики Северного Кавказа. И оттуда и выделяет Осетию сознательно.
Да, провокация цагалки гугуле. Если бы он не объявлял бы, это тур, который он делает, он уже анонсирован, он ездит по всем республикам, его встречают. Называется тур по всем республикам Северного Кавказа, Чакпалны. И оттуда выделяет, вот этих осетин выделяет. Как это так тогда? Северный Кавказ, так. Тогда скажи, это тур по Северному Кавказу, минуя Осетию, Цуоли. А так это другое дело. Так, это действительно, тогда это была бы провокация какая-то. Нет, не было провокации. Вопрос был бы лично к нему. Смотри, это было бы анонсировано. Вопрос тогда был бы лично к нему. Если он говорит от лица чеченца, из-за массу республик шел Чакпал Вешу, и масса Тиларем Буйкович. Это масса из Чакпал Вешу. Объезжая или обходя Осетию Эльче, и уже лично хатный гордар, а иштун элер, иштун элер, это так уже от лица чеченцев, это была бы его личная инициатива, это. Провокация от лица от именно чеченцев представится, и осетинщин, и Цавашер, да. Он вообще не от лица чеченцев от моего лица, от моего лица пробег по Северному Кавказу, миротворческий пробег по Северному Кавказу. Он анонсирован, он снимает, он с каждого километра проедет сколько-то, снимает, куда доехал, что ел, что пил. Везде его встречают в республиках. В Северном Кавказе. И сун бецахиет или шунахиет из твоей парки ахай او غلط عشان ما تشكح اتها وين مش بو غلغي نوقشي بو تدا سودا بو اتها يشل اتها запись шук, видео шук, блогер шукуш, короче, вас он голой дух без вас, он штук без, вижу штук без, больше не дух видео. Я вот анализировал, видишь, и нас из видео, я вот такие видео не встречал с той стороны почему-то. Да, серьезно, больше. Кузаха, любой блогер может выйти там на улицу, Мадардич, и снять людей, говорится, интервью, каждый второй и первый скажет он добрые слова, хорошие слова. Но видео подкаст, ну, правильно, и Мадуэ, это вот чеченцы говорят об ингушах. Вот это и есть ход такой хитрый, понимаешь? Они делают все, чтобы связано с Чечней, то есть отражалось на ингушах. А я же говорю, по всему миру эхом разлетается, нохчу, я дико его цахамдич дац, массудиненча, кайкат яждуич, леч мадуэр. Это мы к этому относимся так, Аллах, он говорит, почему вот эти у нас на улице репортажи делают и опрашивают население, и все хвалят ингушей, а с их стороны такого нет. Так вот, я тебе и говорю, чеченцы нахваливают ингушей, вот, понимаешь, вот, мы, чеченцы, говорим об ингушах, там, неважно что, но мы говорим об этом. И ингуши на слуху, потому что об этом говорят чеченцы. А? Ну, для ингушей не важно, лишь бы это было связано с чеченцами. Нохчеш, понимаешь, у нас, я не знаю, как это объяснить. Есть бренд у чеченцев, да, условно говоря. И вот за этот бренд все, кому не лень, цепляются, потому что знают, что это будет везде слышно. Нет, я понимаю, они люди, которые сознательно занимаются или несознательно занимаются подобными делами. Они делают рекламу для кого-то, условно говоря. Понимаешь? Нохшеш херебо, нохшеш хередин, нохшеш вожедин бош. Дас дүйч мады, ажала танмет воиш воч, милвуца хош вол. Қам дүйч дуқ эл, дас дүнен шах.
интернет olduğu sosyetçi şuyu. Aha. Вот я думаю, Вокстед. да. Велеря. Veler. Вокстед. Нагасан суагор. Сара интервью يلا اشتنا درجنا كتاب الأبروسين. صار صديكم قال حاري وش قال بحربات اديكم قال لك صار هالرقم هو وحمزة سان والله الوقت سجر سندير تبع قش. Assalamu alaikum, veži. Walaikum salam. Lokstag, i boh, it's dukaju štan girsoj za video, za nohče blogeru, ingušeti on, merzīgškā, tā Korāna podstavkš, sāgen nohčiškar el lušucūš, halvi vežišan bohš. Сега баккина, вот сега уж принимаешь, занмерзги уч, укмерзги уч. Просто видео хаш сейх за стрёмных еч, ирхсо до того за негативную реакцию оцер. Явно нохчкар за дик укдаш, хавено саг саген Коран душ подстав далушил. Резбош, бетошукцер, явно за видео ты хашчун хорду и объяснит это асу. Любой, кто посмотрит, останется, недоволен. Вообще, короче, это стрёмная тема. Гением башла. Гина, причем двое высказались позитивно. Лумада церцу, валюк абартхал без гара дудик до аж день сам цердасаю. Да вот, все. Даже хатса, давай. Им детенш. Любой блогер говорит, что он يعني وين عبرت без نقشي الله يجري بقى блогер хотя бы так. Сунгина, блогер. Тундель, мабо, не надо воспринимать как просто надо делать, не то, что делать то, что они, просто нам тоже надо уже как-то оставить вот эту, не тянуть эту лямку. Мы что, бурлаки на Волге, да, нанимались кому-то, тянуть вот это все. Üyeşlerdi vay. Daha bitmez. Да, битбиш, бог хаела, бог дасачиез, и все, затыкать их рты и не обращать внимания. Серг قالت وي هيت دويدي تن وي وجري دوبور. إن ستيرج قالت وي وي أتعي تارو العوس وي دوحاو. وين حديث позиция мою республики. И хельфон на Северном Кавказе, в любом случае, в авангарде лячих, Нохчи республик. А вой лилу еще и политик. Дружеские отношения выставлять. Я ж царь Салерий Урбоша, у нас должна быть своя политика. Анзор, вот сколько мы еще должны вот это тянуть? Есть какое-то время, может какое-то правило есть, может какое-то... Пока мы не переломим ситуацию. Я не думаю, что, Анзор, ты ханбет и отшедшел, что адерес бордер. Когда Дейл рейс хилбац, диз, ну явно вы там политик хельч, вы республика развиваться дешель. В любом случае, гула, Москва, вон, Уишбуаль, Сагитсон. Уишбуаль, да, это больше, да, выкрыл больше. Всего хорошего им желаю. Просто отбить без. Йо, асбола. Ташидуаш нохчо, лехтоли, вай маргал, культура, киек. Ташидуаш, оли, Йо начинает опять вот эта песня. Провокатор, шбуй, гарду, юка, бархал, бези, вот. Войны юка, хил беш, барх бези, вот, тули, куек уж тайршаш уже, нохчо дат, бо, уж неер нах, бо, тайршаш хабо. Тайрбо, шаш, неер нах, бо, так, все, неер нах, покуш, вот. Вой тан терер, уж дат, войн уж бат, тяхтостё, войн, ката, уж бат. Нам бы со своими проблемами разобраться. Войну кадит, воймадуй, войману кападу, шварт каста деш, умшту шварт байлнаш, бу шварт дадеш, умшту хадеш, ам деш, таун квал деш, мадуй вой. То ли война пожизненно горю. Серию просто не акцентировать на это внимание, заняться своими проблемами. Да, это больше
пусть у них все будет чин-чинарем, никто не против. Но обычный нах лилос. Войта дует, тар-кынак дует. Войта дует, тар-кынак дует. Да, барта, бойл, эри, вожи, корни, вот туда, вот сюда, вот сюда. Яльча, ага, шо нахчал, ага, шо он ядна, шо мен ядна. Войдуа, дело, дело, шаташту. Ну, иди сорби, ты финит Нет, бабаш, они тахтан, бокол, тан, وين دويتش ولا بيتدل تام جاشم بقل وين قاعد مدو وين ملا قير ورولش ملا عنا طول يفكر دولش مدو وين يالجت وين دوتش دو تاخ وين قيرلوش بورش وين وزلوش مبو يال يقولنا شو تي يقولنا شو مخير زين Туама уже боккала долж шаш дуйч туктари туама шаш бена бо нохт бена бат туам шаш бена бо нохт куана нохт герои волняден. Это только смех вызывает. Смех вызывает сегодня, а завтра это уже для кого-то будет не смех, а послезавтра это для кого-то уже станет правдой. Правда? Серых годок шлешь нах буквы чонцет волкс. Я просто поражаюсь, да, сделал, а вот модишен, да, цендуйте, ну куда ты, да, я уже начинаю верить во все заговоры, это же. Assalamu alaikum, Ajari. Валикум салам. Война, что не кайо проблема, война возьми, война война возьми проблем, ой, война как война, что не кайо, именно война смотри, война, любили будешь. حتى في وين ويدو وين أخبو نير ما أخبو وش نخبو så خزي تحست هو كيلر مان وون هو 19 حست ссылки это на группу кидаем жалобы خزيشن سؤالات группу группа ссылки отнесун и короче его канал блокировать и туда-сюда я говорю сразу чувалар цены типа, можете сразу группу удалять, но хума хердачен, короче, потому что таких групп было 1000, потому что люди жалоб на Элэш. Потом я думаю, да ладно, он нервничал, мы грош плохо, я начинаю копать. Удочку, именно догрейт эрдегдас, короче. Сон женский, малгобекский, хайос, кейк, хайос. Я хари арцане, сон сразу блок тук. Черный список чего-то, все короче. Дальше, вечер гриппос чибо, что наверное чпук ночи еще группа на шоу, что уж представляешь. Это более цари. Воксаги бок бырт было гулом богом, это. Я пишем жалобы элегиозиются. Это бырт было гулом бог шлюк. وقتك تيجي خوغزنا خانسون سبور شات ساكزا تونكش بيري تاوني عندي رازنا سبور شلخ واتساب شاغولات ديش انزري دوق يوبوختو انغوشيتير حقوز حچوقش فايك شات ماشينчество وايدل خزنيسن سانت ابيرزن بوبش بوبو именно цу ингушетиер حقوش دوق سبور شبوخش ويناقش يشتغل ده يخوش أخشنش داس يتيمشكي باش. Ну, ингушетии ЛЦХ бадош и статистика сон гениас, но именно через дагестанские номера инзари сейюха сон авич им хайзасон. Энд до та хоцно неких типа мы найдем тебе жену босса групп наш генерейшн Telegram чуа, Instagram чуа. Instagram сейчас он гена. 100% жмосо дагестанши групп нашу понош. Да. Веселого мало. Да, не особо все плохо, батла. Не особо. Было бы плохо, если бы мы понимали ситуацию. Внимание, вопрос. Чё пош, долдуаш, худуаш, ду, йоду хайшон. Чё, ты думал, что духа, да, чё? Черпи.
Что ночью мата? Ты дошел, духар, дух ночью духар. Ну, не спа. Внимание, вопрос. Как на чеченском языке переводится слово нефть? Мехдет. Нет, неправильно. Нет. Нет. Да, что? Мехдет это керосин. Да. Керосин, да, мехдет. Бензин, да. Мехдет изначально нефть, но он сонает обошла. Да. Мехдет это керосин, именно керосин. Это очень древнее слово. Мехдет был вообще, ну, мох был, дет это мохквир, hadok, что дет. Поверь мне, то, что ты хоть 1000 раз повторишь, это не так. Вот. Они должны знать. Это слово вы все знаете. На самом деле, на чеченском языке слово нефть обозначает нап. От этого слова происходит напхдакар. Напхдакар. Это напхдакара обозначало, что они в то время брали нефть и продавали ее. Напхдакара цуэн дуинда рицкдакар. Опа, ар напхдакует солшказишно. Это вот это древнее слово, которое обозначает нефть. Мы на самом деле многие свои слова не знаем. Даже элементарно у нас идет большая война насчет слова история. Даже это не борца хула. Копьёй? Да, и сунцахал. Башла. Нахчимат. Тетра дары книга рахуол нахчимата. Но в книгах жирг ол, если это книга. Если это религиозная книга, Джейн Ол. Если это рукопись, Цунах Тептер Ол. Это 3 разновидности. Тептер, Джейн и Жирг. Библиотека называется Жиргат. Пошла, малых нефть докшиловой древности. Холодер. Нефть халдош, махула. Инцел масал, бял мават нет, эдош махула нефть. Докшила, докшахула. Просто есть дукаёч би англичанш разработать. Нет. Ты говоришь именно о разработках. Добычу цариной. Добычу цариной. Потому что у нас она буквально цабял мават нет, эдош хула, эцо дукдош. Нохшичо хабяхч бирш дас кеги бирш. خلاتش دول متجاس أتصنتي دولي جورجم سانت إير نفت حقولة داش бочка что англичане ездили и в бочке собирали, говорят, это нефть. Смотри, видео кинок до древности имам Шамиловский колодец, лемнешка. Да. Нефтяной колодец. Да. При имаме Шамиле одно из самых экономических. Лемнешкам, хилхердацон. Колодичей. Ну, нефть. Шаровский район, я нефть асу, Шаровский район, это колодец, ахуях шулахаю. Вот эти колодцы разработки. Тих дари. Самый дорогой продукт цалях шулах. В 15 веке у нас порохом занимались, допустим, тайп мулхай. В 15 веке. 15-16 веке. Так что очень много интересного мы, на самом деле, если убрать вот эти, так сказать, отвлечения от проблемы, у нас очень много чего нужно изучать до сих пор. Язык это вообще... حلقة يعني هو يا كاري أو شو الكاري ميخ كاري да кастейт мех كاري. Слышал такое тоже. Es došam mi iz škole Риюкадис, угар что дешниш дать. Современный хинс, география дать, история дать, тот же диалект дать, то есть те, которые, и они как говорят, современный дешниш олцар, как говорит, нужно оживлять язык, родной язык. И он непосредственно через простые вещи, смысл иметь хундари, через него нужно их оживлять.
А у нас с этим проблема. А цатадош элмана. И ишдат соне. Сон хишке перхазон из самся кабо ол элч. Дух болнах. Нет, что говорю, что ли хитца. Это старое наше слово. Кванцелк тоже оказывается. Хорбаз выйдешь дуйда. Хорбаз им сунцал, фатца это номас. Как-то даже не... А? Помидор. Да, помидор. Пастам душун точно выйдешь. Бадар. Помидор, я помидор выйдешь, да, помидор. А вы бадар. Интернет чутся до всех ответы делаешь. Черепаха хуону шумата. Она? Черепаха. Ночью мата уши лавайна. Крокодиля гол еще. Сармик. Вок. Надо перечислять до дгайта. Войнис язык часодойз, войнис дыш часодойз, вода. Я вот что хотел сказать по поводу вот этих растений, да, по поводу некоторых продуктов, которые мы сегодня используем. Многие из этих продуктов, они завезенные, и вместе с этими продуктами к нам приходили и их названия. Некоторые слова, они могут быть и не нашими, но мы могли их перенять в первозданном виде, такими, как мы услышали, «Хуарбаз ила дуахар нохчу хаяч», «Терматата хуарбаз татехил гарютон». Хормат оле хайшун, хуарбазах. Некоторые хормат говорят. Арбуз от слова. Космос. Турнени. Турнени, ол космоса. Космонавта хол ачан. Турненист ол варится. Космоса турнени ошлеш. Космонавт хош. Турненист эла. Туниден. يتعرضوا ليش перенятен хилчит хаятига. Я думал, что мы да, то дуня ничего может. Да, в любом языке есть слова, которые переняты там в соседних странах, соседних. Но инсазла. Технический вопрос, что есть техники, хитспалино, хундала. Инса пойдет армуба. Машина ночимата, гвард адизбаса. Гвард смысл вообще воймую. Точил гвардела, я точил гвардела, и что очень понятно. Но машинцы, именно аналог изначально ценега, это гвардию бацинцы. Да, там Мерседес تعوش إنه خلاص gwarden ده أنا عشتانه يا شش تورير gwarد عيني يومي. No. Телефон нельзя. زعم любой связи يوم. هل سبت عيدا دو شين ده خيز دقسون ويتعنا لام نشكح تعتعن лам и турнение яс и шай вот это все звездное небо выбито было на скале, говорят, это сам очень древняя карта звездного неба. Цуналя цума дувен хоуш хэш. Я знаю одно, что у нас в нашем словаре есть полностью название кораблей, морских терминов и юхасун. Однако многие задаются вопросом, если у нас были все эти названия, и они не переняты, откуда, если у нас не было выхода на море? Ну, смотри, Башлам, я знаешь, это вот селан Тимур Цани, Диш, Айнатха, Сундукос Хазе от Сюли Махках, где-то на высоте, ну, больше километра, 2000 метров, причал, ши, порт, ши, Каринбош, да, на высоте в горах в Дагестане, древние. Может быть, когда вода отступала, Нух Пайхман, алейхиссалам, Волж Заманча, вот эти вот скалы, острова, Цигардюнда, Амитеш и Форт Игуалил, и Форт Ким Лил, да, с тех времен. Вот я, знаешь, еще по какому признаку? Этруск, шбас, из чего мореходы шмахали, Шейзаманча, то есть они же
И вот по Средиземному морю курсировали очень сильно. Вот такое мнение есть. Это русский тоже язык, по-моему, был похож на чеченский. Они и есть чеченцы, они есть, эти были, это потомки чеченцев, Нохча, Хабел, Буха и Трускш. Просто они пропали из мировой истории, но они как народ частично, от анклава Шубах, Италия, Кична, Адас, Греция. Вот эту вот культуру у этрусков переняли греки и римляне, латиняне. Этруск, именно Нохча, Хабел, они расселялись и несли вот это вот цивилизацию. Да. Недавно я читал, вот как раз Суфьян Ибрагимов связан изучает свой вот искусственный интеллект цены и чат GPT цены общаться дешуис. И вот он задает вопросы чаще этому чату GPT, он отвечает, задает, отвечает, статья есть. И они что говорят? В конечном итоге это Суфьян им начал задавать вопросы. Чечня, я счел населенные пункты, все населенные пункты были расположены в соответствии с созвездием. И если ночью по звездам ориентировались, то можно было днем ориентироваться по селам дорог. И вот этот чат GPT с этим согласен. Ну, я да слышал, нет, чат GPT очень много врет. Я слышал, Он я врет, же говорю, это не он говорит, Анзор, это говорит уже исследователь, он начал задавать этому чату GPT, начал задавать эти вопросы. Тимур, Фудухаян, я еще раз говорю, это где-то лет 40 назад, еще в советское время, в 80-х годах, и дюч дари от Совет Айдло, зламчу, халволи тышвасер, шадул хум вайхляц, Кэл Хуша, но Цанин Карин Баги, целая карта звездного неба выбита с древнейших времен. Юбош, да, на Ламча, на какой-то скале выбито было Эштецбюлш, да, с Нохчешен, Мухиен, и карта звездного неба, откуда они могли знать? Ну, если у нас есть слово космос, турнене боштол, дошвая дала, значит, мы разбирались и в звездах, наверное. Хирду, Иса, Хирду, Бокхирду. А здесь была какая ситуация? Он взял Веденский район, разбил вот эти все старые села, которые были. Вот эти Нижний Курчали, Верхний Курчали, это введено, это введено. Он все это в километражах вымерять дальше. Он нанес это на бумагу и сравнил созвездие Ориона. И один в один все эти в Веденском селе вот эти вот расположенные, как вот созвездие Ориона. Вот это одно место он исследовал. Вот этот вот Веденский район, Юкрис. И вот он один в один совпал, и он ему задавал вопросы, если сделать масштабирование, как бы между созвездиями, километрица, умноженишься, иркца, режь, соответствует ли вот эта вот карта, которую я составил, вот из этих сел, вот 3 нижних Курчела, там все введено, туда входит, еще что-то входит, соответствуют ли они, если масштабировать по километражу между ними расстояние. Как бы. И этот чат GPT сказал, да, если это масштабировать на эту маленькую территорию, то расстояние, короче, цуюхаек, если может умножить, разделить, если... Это слово означает астрономия. 2 штуки, если есть слово. Было учение какое-то. Знание, скорее всего. Там лишь итак. Клуб российских изобретателей Бош. Асланбек Ухца, блогер. Выше Рукшин. Цун канал Тагинирсон, Дикхаюгин, видео. Тат Уг Барах, лабиринт Сантиаца, Сизна что уж, Тат Уг, Каринсан, Мискирюрта, Каринирти, Мичабар, Дексидос. Что это вообще? Это просто природный камень, такие находили, кроме него. А он да, он пытался... Дошлам, этот камень унес Далгеч Доль, Жабраил, Хашбо, Шорко, и Мича Ашфор, Мискирюрта, Орицана. Академик Орицана, он один его принимал, либо камни.
Я тебе говорю. Елизавета его принимала, он везде такой заслуженный человек. Он расшифровал этот камень. Я не знаю, что он расшифровал, но такие камни находили по Чечне, и это просто природное явление. Я Расшифровал понимаю, этот камень. Он я расшифровал. понимаю все. Ладно, оставим. Каждый человек способен верить в все, что он хочет, конечно. Расшифровать то, что было найдено. И движение, насколько это достоверно. Потом пришло к тому, что Короче, науку, да, в принципе. Дела и цехуштек, цеха абдитер, да, или от способе. Дух больше пользоваться, да. А пользоваться дишь моя, цеха аль-атейш, он ذات. Цеха кего дишь, что Дела сейн ху, что доцу грицам мешать, он по-любому. Цегер создавать тоже. Саздуна маються профессии. Хазин Саздун 95 уже. Да. Полула ворца. И создавать я спеш дух бон. Цеху шума дочь объяснить да целуш. У меня один арабский язык, древний арамейский дочь. Потом нам, Башлам, и потом нам и тебе всем это разгребать. У нас так-то находили яйца дракона, так что оставим эти вещи. У нас так-то ковчег Ноев нашли. Да. Цуналец, олеш. Я промолчу. Тимур, это тебе... Бек мабела Башлам. Кич ковчег дух, он о Европе вообще даже похвастаться можешь. Ну, и муфтияту признать Мацалинais официально ковчег дуэл. Оце муфтияту признать Динадочи ковчег дубош и шорт на букыц он дерболкается. И ковчег дубош сам мать и предполагаем бог, мы будешь обещать. Деру знак туан, Ноев ковчег, знак туан даже. Но предполагаемое место у Стуксуна, предполагаемое место Ноева ковчега. Башлам это хатер дерсы. Вагasi цацуми я шорсу. Холцунаха и диалект вошел, шад ваш дать. Он же не обязательно это слово означает диалект языка, это же обширное слово, согласовали. Применяется ли диалект в других, кроме лингвистики, ты говоришь? Да. Не знаю, не слышал. Я только в лингвистике слышал использование. Как думаешь, для канала обратной связи диалект название? Но люди все равно будут связывать это только с языком. Если ты будешь вести непосредственно по лингвистике, то подходит, а так для обратной связи. Знаешь как, я просто придумал, диалект есть, да, название, диалект, и внизу написано «говорим на языке народа». Типа, кепка на правильно остается. Ну, в принципе, смысловая нагрузка. Башлам, ахат валарса, дайман, выслушиваться. Опять же, мы же гипотетически, да, мы же можем полет фантазии себе позволить, да? Фантазия целая, гипотетически, что фантазия, у меня сразу с Бузуртадом ассоциации бывает, поэтому... Ну хорошо, гипотетически, допустим. И кешнеш дать, и мелхе кешнеш ой царях, и солнечные могильники. И кешнеш выпеш фухейтон сюда. Может быть, у них какое-то другое предназначение? Нет, пока другого никакого нету, только по предназначению, только для склепа. Но была версия, что в древности был такой, во времена Джахилии, был такой закон, который отправлял никчемных людей. Выбрасывали с пропасти, да, был такой. Ну, не столько выбрасывали, их отвозили именно в места вот этих некрополей. И вот эти места, которых первый, второй этаж, что они определенное время жили там и ложились спать на этих местах.
И некоторые говорят, что так и оставались, умирали на этих местах. И после этого люди начали уже делать его как усыпальницу. Но эта версия очень притянута за уши. Почему? Поясню. Потому что в любом случае все связано элементарно с географией. В тех местах, по сути своей, места закапывать людей в землю, нету их почти что фактически нет. Невозможно закопать труп. Мало земли. Конечно, можно было отдаленное место куда-то, где есть земля, пойти и похоронить. Но все говорят, что поскольку это была кузница, то есть место, где люди выживали, жили, им приходилось приспосабливаться, и это место было, не забывая, солнечным могильником, они считаются самыми древними. То есть с скифского периода 2000-2500 лет. Башлам, я знаешь, к чему это говорю? Просто я опять же гипотетически оборываю это, чтобы не смеялись никто. Просто, может быть, это было медицинское учреждение в виде карантина, где люди могли приходить в себя, выживать. Междик боса, оскешнища, буйсиях концу. И вообще, буйсиях, там шин хитр баршин сучаба, говорит, у меня какие-то ощущения непонятные происходили. Просто, может быть, они использовались, это потом им приписали как, ну да, если человек заболевал, там умирал, и он оставался, но ее предназначение, ее архитектура и вот эти вот полки, как будто на карантин людей туда отправляли, чтобы... Ну, это карантин тоже относится к тем же усыпальницам, в принципе, во время чумы. Но чума у нас была, если я не ошибаюсь, чума у нас была в 14-15 веке, да? Бубонная чума. Да, где-то в это время. Да, а усыпальницам 2500 лет. Но в те времена же тоже, возможно, были болезни, от которых люди и научились вот так вот. Ну, все эти вещи, конечно, это, опять же, возможно, модель, возможно или невозможно. Все может быть. Но там же не все умирали, оттуда же кто-то выздоравливал. Там был определенный месяц, там или 30-40 дней, но выжидать нужно было. Если выживал, то возвращали. Если не выживал... Там объяснить дальше, Башлам. И хуй склеп 5. Сучуа дукко скелет, хули обычно. Много скелетов там. Так же не может, у нас, как говорят, сонг лечить сучу дауидер, и там умирал, говорят. А неужели там среди трупов он сидел там? Нет, там изначально, тебе же говорит, изначально при построении это как некий крематорий, да, место, где можно было как-то, ну, ты отвел людей, допустим, с той или иной болезнью, да, где ему оставаться, где ему ночевать, дождь, холод, вьюга, изначально эцумандин дубах царь, не изначально для трупов, а потом уже, когда в дальнейшем он поменял смысл, значение этого места уже только для захоронения. Среди трупов спал или нет, опять же, это времена джахилии, нужно с этим вопросом. Я обратился, имам вар, хаттиншена, ова, дискуршена, али дела свой предкш баруш, и дакш ячаешь, как музей Адитай, Дайвах Бенкшаться, по исламу, говорит, если они умерли во времена джахилии, мы не можем их хоронить как мусульман. И трогать их нельзя. То есть назидание потомкам, что вот как было во времена джахилии, а теперь... То есть, смотри, Башлам, вот смотри, я хочу привести пример. Когда чума гуляла, началась чума, Ибн Сина, вот Авицина, да, вот этот знаменитый врач, он выяснил, что чума передается воздушно-капельным путем. И нашел, как защищаться от нее. Нет, вроде бы воздушно-капельным еритешь. Через воздух она передается, и он сделал несколько капель уксуса, добавляйте до воды, разбавляйте, и чума тебя не берет. Он таким образом эту эпидемию остановил там, на Востоке. Я слышал немножко другое. Они выяснили, что она передается через вшей.
через Нет, нет, приз. это она переносчиком является вот эти вот клопы, да, то есть клещи, но у людей она от человека к человеку. Генехон в средние века, когда чума гуляла, они такие с длинными носами ходили, Да. они туда забивали вот эту вот всякую траву, чтобы это воздушно-капельно не попадало им, которые вот эти за трупами. Они тоже потом поняли и вот стали вот эти вот вещи делать. А он раньше узнал и хидас в чашку воды несколько капель уксуса добавляйте, пейте, то есть другими словами, это опять же мое предположение, наши предки знали, что такое в древности, да, это же в древние памятники, что таким образом можно огородиться от передачи какой-нибудь эпидемии. И люди приходили туда и говорят, если человеку приносили еду, я амхаш хелсон, если он не забирал уже через определенное время, значит, понимали, что он умер. Если он забирал, выздоравливал, он выходил оттуда. И медицин был, что вот скорее, я предполагаю, гипотетически, скорее всего, это не были могильниками, это было какое-то медицинское учреждение, карантин, сан хелхарек и хейтарсон, и Что он просто труп складывает в помещение, это не более, не менее. Просто умерший человек туда отвозили и положили. Что язычник шмагали уж там. Я еще хочу сказать, не надо просто вот наблюдение, что ее строение, ее окна устроены так, что какое-то вентиляция, чтобы вот это вот болезнетворные микробы либо выветривались, либо уходили оттуда. Предназначение с медицинской точки зрения. Ну, раньше говорили вот чуах, вот она, вот дохолкой. وقوة إيش خلقت جوا تجويلا إيش توت مخه وقوة إيش خلقت تمد أول بوخ أنت ما تعلق دواش لسنا قوي دق وقوة دقن ну сушёный бог мадури модердеч дак бог именно в этих мелкишных что есть велик вакавел лавал ешу какое-то лечебное свойство они имели вот эти, это как лаборатория, как я не знаю, как реанимация, вот что-то в этом роде есть медицинское вот цунах и фуюгер и кордаллах, няяллах и цуньиньяц, это вот эти его, она интересная строение. Что киги это, а есть هو ما خير تشتاق شو هذا الوضع شات لا توعوج أنت تقندي أو شو هذا الوقت اشتاق راس وعد عن شو هذا الوضع يا ما يحتاج сон генериш там очень узкий такой проход и вроде как говорили что тяхар так что лавальш и запал сказал жем чумахкет метка юты وهيك وارد وما تتخيل أنا وضعه Ассаламу алейкум. وعليكم السلام. وعليكم السلام. Касательно исклепши сон и мухесна. Ца чума эпидемия в этой костя. И исклепши, короче, туда люди захотели, там оставались, и там умирали, и, короче, там оставались, да, чтобы других не заражать. Туда хотели в склеп, и там оставались. Сон и штхесны. Нет, ну это логически это не увязывается. Это вообще поздний период Аючеги. И солнечным могильником намного больше лет, чем ты думаешь. Аючел период это поздний. Было какие-то, вот Айсат Маалла, изначально, да, возможно, им придавалось немножко другое значение, то есть какое-то целевое, может быть, сооружение было направлено на что-то другое. Но позже, возможно, это перешло именно в то, во что мы это сегодня наблюдаем.
Ну, возможно, были какие-то типа лепрозорис, он нах, мы бог, что тонг шнах, он был сокшвелали, неизлечимый лазер, передающееся что-то. Возможно, было такое. Это мне отец рассказывал, Шим Морсу. Это когда он мне рассказывал, я помню, в детстве. Какая-то вот чума была у нас. И Нет, если ты просто увидишь ее, если ты просто увидишь ее, ты поймешь, что это не так. Не, я вообще рассказывал, как я это слышал. Жим метку, во-первых, жимю, это чуал, год метку, чуэлч, лага татлан чуа, диасиха, эту агор, эру агор, ши толгах, ши, докладил, ши ю, тохал, кши ю, юкая, ката, вавыш, метка. Полк шбария? Да, его тат волчан, чуа, и полк ю, ну, полкой назовем, даже вот эта первая полка, тут я, юда, тут буга, юда. И вот шел, тут я, та, вышел, вот лагерчон, я, тохал, та, буга, та, и вот юг, есть метки, ну, чтоб ты понимал, и метки, от чуэльч, между этими полками, ну, от полуметра, максимум метр расстояния. Разные бывают. Я тебе говорю, от полуметра до метра максимум от расстояния. Метка батчу, это не комната, она там, ну, вот в длину человеческого роста, ну, на полметра длиннее, чем средний рост человека. Ну, и 1,5 метра может быть в ширину, в среднем там плюс-минус. Самому древнему склепу сколько лет у нас? Какого века? 2500. Ничего себе. 2500. Такой период у нас получается. Это в скифский период. Ага. 5-6 века до нашей эры. Плюс еще Алма, я просто с детства я видел и эти склепы, и башни. У меня отец дорожник был, докладывал вот эти дороги. Ну, асфальт, он был инженер, он проектировал дороги, вот эти пионерки, вот эти пионерки, докладывал нет, вот в горах, которые даже сегодня есть, это он проектировал, даже некоторые вот эти пионерки прорубали как бы с его участием, он ведущий инженер был в республике. И ну, он знал свою работу, знал плюс геологию, геодезию, все, что там с горами связано. И когда на разведку они вот туда ездили, в город, Кескес, выгорцуешь, это ремонт. И мы и склепы эти, башни, все это рассматривали, то на Растамата, лесничего, Олтуно, Нохчамата, Олтуно, Дектудос. Аллархо. Шварт барыш, а там Бахты барыш, как правило, Бахтанах барыш, как правило, там Духумбар, Теркань, вот эти места все обследовали. Лам, куда Больше да, что ты перебиваешься. Пошла, это с киевского какого-то склеп ходит у нас, Мечаюсь. Это с киевского какого-то склеп ходит у нас. Что вообще почти все ждать? Этот склеп где находится, Мечаюсь, склеп киевского периода. В горной части нашей, в Голонежском районе. И Том-Калинском районе. Сейчас нормально меня слышно пошло? Да. Да, я что хочу сказать. Вот эти люди, вот эти инженеры, строители, они это смотрели на это все немножко с одной стороны, да, вот, ну, с точки зрения науки, с точки зрения там, логики, да, что я вот не думаю, что эти склепы, например, были местами какого-то постоянного посещения. То есть
туда, чтобы люди ходили, приходили, уходили, штанах, там до ближайших даже сел, которые там есть, да, Раш, Тегдайса, Инзари, Холмаду, Лом, Халуич, Вауич. Я к чему это говорю? Я не думаю, что люди туда часто ходили туда, посещали кого-то, навещали кого-то там или что-то. И плюс есть одно такое очень важный момент. То есть любое место, уля там в радиусе там 300-400 метров, это уже не могло быть местом постоянного проживания, так сказать. То есть это могли быть сторожевые башни, это могли быть боевые башни, но это не могли быть, например, жилые башни. И таган, например, уля хидати, вот эти комплексы башенные, допустим. Если там нет рядом воды, ну, значит, она там была когда-то. И следы этой воды там в любом случае где-то должны быть. И плюс они как отслеживали, например, вот эти инженеры, да, вот эти старинные тропы, вот это все они выслеживали, ну просто ходили по устьям рек. И шоу ломар там ваду, шоу дисто алвахчан тига тагана даже наган люята гошел и исан банш нахаин лишваш умшинта ямаю шварт гинаю шел там люята гошел ваяги просто вот очертания какие-то остались, кого будто я лечу и шайк. Ну, просто если пройтись вдоль вот этих родников, вдоль вот этих рек, какие есть там в горах, вот там в основном сосредоточено это. А из Клепш, ну, я их видел просто любой что-то, ну, там же понятно, что это не было местом, не то что проживания, а даже местом постоянного посещения, что люди туда прямо вот ходили, там, навещали кого-то или там еще что-то. Это очень тяжелая задача была бы в то время. Ну, естественно, это место должно быть отделено в любом случае, будь это могильником или же каким-нибудь карантином. Сам убор, что если он кушал, живно не кушал. Ну, это просто, ну, логически это немножко не увязывает. Там, это очень сложно. Например, больному человеку что, много еды надо, что ли? Больной человек-то в одиночку, больной человек туда не дойдет. Они его Почему? больного На туда лошади приводили, Легко. оставляли, Привозить приносили могли, да. еды. Там вариантов Это куча. зафиксировано письменно. Да, это зафиксировано, что и я тогда люди понимали, что он умер. А если он выздоравливал, он выходил. Это зафиксировано. Но я к чему это говорю? И медицина трансплантация черепа у нас была развита очень сильно. Не трансплантация, а трепанация, да. Трепанация черепа у нас спокойно делали. Так. Ну, дух медицинский, а почему бы это не могло бы быть? Ну, мы говорим о Нет, Алиса, ты прав, я разделяю твою точку зрения, что изначально, возможно, это было что-то другое. Раньше вообще было, знаешь, какое предположение, что некоторые вот эти постройки, которые мы считаем вот эти небольшие, ну, похожие по размеру, так скажем, склепы, да, и непонятно для чего, которые предназначены, да, например, сегодня где-то вот в горах, где-то далеко от людей, далеко где-то, где никто и не жил раньше, вдруг находят какую-то там квадратную, ну, как бывшее какое-то там помещение, да, скажем так, какая-то постройка вот квадратная. Но сегодня мы это автоматом списываем, что это, наверное, были склепы.
Раньше было такое предположение, что это могло бы быть, например, обсерваторией. И в пользу этого говорило то, что многие вот эти постройки, они почему-то все находятся вот на вершине холма или горы, или какой-то вот вершина какая-то, вот прямо сверху. Наверное, мы сейчас уже подведем итоги. Завтра, да, постараемся сделать еще. По крайней мере, постараемся. Шун массарна дерес хил, да духадах дойл, да эхту бойл, Ибраим она дерес хил массера мокшмяша, да харвал ванокчик оман борт болша, олши дизер дашер доша, массарна адикайвел, да эхту бойл ванокчик тару дерес хил, да си дойл шу массера. Да, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.